Респект казахам. Респект казахам. Казах казахам. Респект 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 казахам. 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 Респект казахам. Респект казак. Индика подруга. Стримерка подруга. Пора было бэби мама отправить. Ой. На стену. Ой, дорогие друзья. Каждый день стримера подменили, а потому что потом не будет. Потому что потом не будет. Вообще, это, конечно, чтобы сказать, что... А что ставка сегодня? Нет, не год, не бот. Ну, недельку. Ну, там даже не недельку, там чуть поменьше, поэтому казахи спонсором стрима. Ну, дорогие друзья, вы все можете стать спонсорами стрима, потому что... Респект казахам. Респект казахам. Все вроде все. Мирикики 8 месяцев подряд. Стримы каждый день. А где Ахигао? Правильный вопрос задает подписчик. И мы даже уже не спрашиваем, где... Где бабки Twitch? Нет. Ничего вообще. Да ничего мы не спрашиваем. Каждый вывозит как может, дорогие друзья. Twitch тоже бедный несчастник. Несчастник, да. Когда будет не видео. Хотел сегодня поснимать, но я был чем-то крайне занят. Ничего не делал. Не помню. Вот решил, поэтому... Пойдешь в батл рояль по вампирам? Ну, у меня в ЕГСе куплено... Маскарад второй, поэтому ждем второй маскарад для начала. Ладно, в общем, все, кто хотел, дорогие друзья, все, кто хотел, тот хотел. Кто хотел, тот пришел. А не видео снимается или не снимается. Ну, как мы видим по его отсутствию, конечно же, не снимается. Так. Ну что, капслог, например, есть. Все, надо начинать. Я просто на этом экране засел, на самом деле, дорогие друзья. Воскресенье, 1 мая, да, мир.
Мир пик-пик-пик, пик-пик-пик и пик-пик-пик. Не знаю, что теперь можно говорить, поэтому как бы нажмем то, что мы играли. Стэнли, парабола Стэнли — это игра, которая что-то там перевернула и потом, но не игру, да. Парабола Стэнли — это лучший рэп-альбом Оксимирона, чем последний рэп-альбом Оксимирона, поэтому... Проблема Overwatch 2, мне спрашивают в чате. Проблема Overwatch 2, что мы играем в Стэнли Параболу, очевидно. Пока только из этих, поэтому... Мы нажмем «Да». Я думал, тут уже будут прикольчики. Притащите ползунок, пока компьютер не будет виден. А, нет, на что же я тогда буду играть? Едва... Это как Дим Добрый. Мы прям будем? Тройное стриминговое комбо! Давненько такого не было на самом деле. Но... Кстати, там бы это... А что они все в одном углу-то оказались? Ну, неважно, ладно. О, нет, кажется, игра будет меня троллить в основном тем, что использует 12-ричную систему. Чтобы я прям знал, автор... Спасибо большое. Гуфиня, чмок от самой преданной зрительницы. Блин, ну мне надо перенести штуку. Сейчас я пойму, что это за штука, которую мне надо перенести. А для этого мне нужно положить руку со своей основной мышки, у которой ушаталось как бы колесо мыши. Да, так это чат, это не трогать. Вот, я перенес, все. Все, качественно. А почему здесь было? До этого тоже здесь было? Непонятно. Непонятно. Но теперь здесь. Так, AM или PM, дорогие друзья? Ну, я в Владивостоке. У меня где-то на самом деле... Сколько у меня там? Пост-миднайт. Да, пост-миднайт у меня, значит, сейчас 48, 4, 5 утра, 5:48. 48 в эту сторону, конечно же, крутить, поэтому... Не цените меня. Я вам стримлю, дорогие друзья. Почти... Я вам стримлю из самой темноты. У тебя 8:48 PM. Да? Это что, не прикольчики? Я думал, уже прикольчики. Блин, ну вам, конечно... До кубов вам, конечно, далеко, дорогие друзья. Что у нас тут? Рез X рез. Она все еще... Сделано на сорсе. Чувствительность мыши обязательно. Все, прогеймерский. Ходьба одной рукой. Так. Что это у вас в этой игре происходит, мне интересно. Язык русский, размер, субтитры, специальное меню, нам не нужно ничего. Ну ладно. На Юнити говорят. Немножко непонятно по поводу разрешения. Прикол или не прикол? Или в этой... Так и задумано. Вот на кой хрен полез трогать? Блин, уметь при квадрат. Алло. Так, ну мы там получим, по-моему, ачивку какую-то, если из игры выйдем, поэтому... Чисто сугубо. Не удалось синхронизировать. Это прикол. Steam не может синхронизировать вашу библиотеку для Stanley Parable с помощью Steam Cloud. Это прикол. Манька. Какие планы по бусти? Если будут совместные просмотры анимца, то я прямо сейчас побегу подписываться на стримящегося. Я могу сказать что угодно. Ты что, меня каждый раз будешь спрашивать? Планы по бусти, да? Вы что делаете? При первом запуске игры вы поставили 4:20 PM. Это было чудесно, вообще никаких претензий. Но сейчас вы выбрали 12, время по умолчанию. Даже не задумались. Да, я такой человек, который... Все, батя начал разговаривать, блин, с монитором. Я такой человек, который ставит... Не надо мне подсказывать, какую кнопку мыши. Ты кто? Ты кто? Я правую нажму. Честно сказать, меня это расстраивает. Вы даже не посчитали, нужно выставить часы как надо. Я всегда день рождения ставлю 1 января нулевого года. Думаете, вас бы просили выставить время, если бы это не было важной частью игры?
Возможно и так, а возможно и так. Я стараюсь не злиться, как и все вы. Ну уж слишком много людей плевать хотели на эти настройки. Это что, прям читать надо всю игру? Я что, в Elder Ring, я что, в Disco Elysium зашел? Я что, зашел в Пеппу Пигу? Это ведь не из их числа. Слушайте, просто выставите правильное время при следующем запуске игры, ладно? Ладно, хорошо, с этим решили. Теперь можем вернуться к игре. Может, вы просто это... Что это? Что за 4 на 3? Вот. Ну, зато появились настройки, ребят. Я как бы... Я показал, кто в этой игре разрешением командует. Да, я как бы ее беру... Вы опять выставили 12, опять! После всех разговоров о том, как важно правильно выставлять время. Вам что, плевать, что хотите, чтобы игра стала хуже? Или... Или вы и правда несколько раз подряд садились поиграть в Stanley Parable ровно в полночь? Может быть, играть интереснее, если начинать ровно в полночь? Может же быть такое? Тут поможет только еще один ползунок. Как вы считаете, круто начинать играть в полночь? Но в целом довольно стоит того, чтобы поразмыслить посерьезнее по этому поводу. Где-то 2 часа перед тем, как... Учитывая, во сколько вставать, конечно. Не все так однозначно, я бы сказал. Я бы примерно вот до такого значения. Вообще, как бы, как заполняемость влияет? Мы в какую сторону, то есть, вот так это круто максимально или это максимально отстой? С одной стороны, я максимально приблизился к самому слову круто, но как визуальный кей-дизайн, когда мы заполняем ползунок, мы как бы заполняем шкалу круто, но мы приближаемся к отстою. Абсолютно непонятно, кто дебила делал UI, правильно? Поэтому я приблизился к максимально круто, а вы там уже можете... Вот он мне сейчас скажет. Ну, знаете, неважно, полночь сейчас или нет, мне просто нравится выбирать настройки. Я больше узнаю о вас и о том, какие настройки вы предпочитаете. Приятно собирать, да. Вот бы нам еще ползунков. Ну, кажется, у меня все кончились. Может, я придумаю новые ползунки, чтобы больше о вас узнать. Дело плевое. Сейчас накидаю пару новинок. К следующему запуску игры должны быть готовы. У вас, блин, непрозрачные ползунки. Я понимаю, в какую сторону ползунать. Во. Ну, тут все понятно. Скрепка. Алло. Это рефанд. Какое из этих выдуманных слов вам нравится больше? Акубинка. Скрумтуш. Акубинка нравится. А я... я политикой не интересуюсь. Не перетаскивайте от ползунок. Блин, я такой против системы, конечно, идущий чел. Сколько? Да, я знаю. Сейчас действительно столько времени? Нет. Я хотел поставить там просто... Блин, ну знаешь, что я хотел там поставить немножко... Кто со мной общался в социальных сетях, тот понимает, что я примерно так же задаю вопросы и отвечаю на вопросы. Вы скрываете от меня какой-то факт про себя? То, что сегодня надо было немножко пораньше сесть.
Зайдете ко мне? Оу. Ну, сегодня поздновато уже полночь, как мы выяснили. Я хочу время выставить, но поставить на минутку побольше. Помогите! И начинает падать самолет. Это такая гифка в телеге. Я хочу выставить 12:01. Посмотреть, настолько ли у них хороша проработка, как они. Так. Ну хоть не два еврея. Кто-нибудь это знает точно? Разумеется, нет. Никто ничего не знает. Даже мы с вами друг друга не знаем. Мы как незнакомцы. Но почему-то ты меня схватил за мои 400 рублей. Ну как за казахские? Да, конечно, мы настроили игру под ваши требования, но кто делает по-другому? Это просто моя работа. А теперь она окончена. Вся информация собрана, а вас больше ничего не узнать. Нечего узнать. И все равно я вас не знаю. А вы не знаете меня? А мы не знаем. Сообщение в чате: я уже пельмени доел. И мы не знаем, сколько сейчас времени. Видимо, некоторые настройки не настроить. Я абсолютно уверен, что ты все считываешь, что у меня есть вообще. Если честно, часы все равно ничего не делают. При следующей запуске игры меня здесь не будет, но это ничего. Видеоигры были созданы для одиночек. Ты когда в последний раз, играл в видеоигру We like Fortnite. Вам ведь нравится одиночество? Возможно, это единственная важная информация о вас. Что ж, мне пора идти. Еще одна настройка, которую нужно изменить. Но мне нужно время, чтобы... Есть еще одна настройка. Это не совсем в моем описании работает, но это нормально. Я там неправильно читаю, да, абсолютно. Возможно, вы увидите меня снова, если вы можете найти видео. Кто мы-то? Я один здесь. Поговорите в ближайшее время. Ну, я не верю, что он меня вот так кинет. Я не верю. Больше не появится? Мне даже ачивку не дали. Больше не появится? Отвратительно, дорогие друзья. Всем привет! Воскресенье, понедельник. Все склеилось в одну бесконечную прямую. И бесконечного человека по имени Стэнли. Найс. Выбирать категории кэшбэка в Тинькове. Ну, графика, конечно. Голос, мне кажется, похожий. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Пишут новый голос. And then one day, something very peculiar. Ну, старый был более, наверное... Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour. Всего-то. He realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. Проснись, Нео. Up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Oh. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ребят, мы эту игру будем так ломать, вы себе вообще не представляете. Вот откуда такие тени берутся? Откуда берутся тени-гармошечки? Мы же настроили все просто MMA TCA. 8.8 AA просто. 8... Нету даже... Такого даже качества нету. А в итоге все вот такими зубчиками. Может быть, конечно, это сам лоток устроен такими зубчиками, я не знаю. Похоже, конечно, голос. Как мне запомнился старый, он, конечно, на Стивена Фрая похож. Ну и этот примерно тоже, поэтому. Ног у меня нету. Но у меня вообще ничего нет, я летаю. Я летаю над стулом и не взаимодействую со стулом, поэтому. Сразу вот сюда идем на секрет. Получено достижение. Прыгать нельзя. Получено достижение. Ваше первое достижение.
Я могу ходить и я могу кликать, дорогие друзья. Я делаю вид, что как будто я не играл. Я могу кликать на Е. Говорят, такой же голос. Так я абсолютно... Чел, расслабься. Я вообще... Мы люди маленькие. Нам на кнопку нажимать на клавиатуре без букв. Соседу постучаться. Другому соседу постучаться. Хотя мы видели, что здесь никого нету. Поэтому как бы... Что бы это могло значить? Это загадочно, как будто в один прекрасный день половина жителей планеты Земля. Ну чё, сразу прям на секретную концовку, правильно? Оу. Я могу выключать компьютеры. Маньга. А я читал, чтобы дойти до новой игры, нужно сначала пройти ремастер. Типа игра в ремастере, но дойти до нее сначала... Чё? Сам позже сказал. Это уже ремастер. Ты что, не видишь этих всех потрясающих I hate Mondays? Я ненавижу понедельники. Я могу прятаться за дверью, выглядывать из-за двери. Где же моя переговорная, где? Ну это я все помню. Играли мы, играли. Ну чё, ребят, сразу же... Ну мы как бы это, да, как бы... Послушные работяги. Наше дело простое. Ходим в переговорную. Разберемся просто, разберемся. В переговорную сядем. Такой длиннющий стол, за него... Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Это какой-то комический гигантский стол, за ним поместится примерно 2 человека, если сядут равноудаленно друг от друга. Использовать слайды, чтобы заверить работников, что все окей. Все уникальны, а ты особенно. А вот и гайдлайны Оскара подъехали. Число слайдов на этом слайде. Графики, слайды, графики и слайды. Мемасы. Следующий мем, пожалуйста. Мне лень переводить сложные слова. О. Кстати, я не смотрел. Минутка уважения босса. А вашу минутку уважения босса назовите топ-20 вещей, которые вам нравятся в боссе. Это леди, это слишком по-английски. Следующий, пожалуйста. Какие твои мечты о будущем? Лодка, полюции, весенний отпуск. Чистая кожа. В целом, да. Советы, как не быть уволенными. Говорите меньше. Не будьте уволенными. Делайте невероятную потрясающую работу. Ну, короче, да. Ну... Было ли там действительно написано полюции? Или полюшен это типа загрязнение окружающей среды? Какой я послушный работник, Стэнли. Все делаю. Ух, конечно. Ну, над ремастером, я смотрю, постарались. Даже через нейросеть все текстуры не прогнали. Балдеж. Ух, это я все помню прям. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. И особенно... Unraveled, Привет, Stanley wondered in Там в disbelief начале была who комната orchestrated this. 420, на What нее dark надо secret кликнуть was being held? 420. Сделаем. What he could not have known. Это отсылка к Elden Ring? Boss's desk guarded the Блин, я прослушал. his boss had been keeping from. О, So the boss had assigned it an extra secret pin number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. $420 раз нажать на дверь, это какая-то типа отсылка на Elden Ring? Stanley just sat around twiddling his thumbs.
Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was Манька. 2845. Была же шикарная русская озвучка рассказчика. Пиратская вроде, но шикарная. Шикарная. Погугли, заи, чмок в пупок. Но мне вот такие вот штуки нравятся. То есть стандартный, классический, чопорный британский нарратив. Я когда на английский начал ходить, я себе сам, в принципе, взял задание переводить Гарри Поттера, и мне репетитор нашел... Репетиторка, еще сейчас немножечко, репетиторка нашла мне аудиокнигу по Гарри Поттеру, и я такой, вау, это же Стивен Фрай, и рассказываю ей, это же Стивен Фрай, он так хорошо озвучил Гарри Поттера книгу. Она говорит мне, кто такой Стивен Фрай? Так, русская озвучка. Пора было Стэнли. Просто заценить. Она, конечно, стоила того, чтобы заскочить сюда по дороге и полюбоваться этим безупречным. Ну, типа, ну да, наверное. Ну, нет, конечно. 845. Ну, конечно, нет. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keyboard, Не хватает Stanley happened to input the Не хватает насмешливой интонации, такой вкрадчивой, насмешливой. into the newly opened passageway. О, нет, они просто подгрузили другой уровень, по-моему. Балдеж. Что же здесь делал мой страшный босс? Ни хрена не видно. Прослушал 2 секунды. Ну я такой, да. Descending deeper into the building, Да, ребята, я не спорю, то, что есть озвучка хороша. Но мы же в новую версию. Мы во вторую часть вообще. as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Мне люди в чате жестко спойлеря предлагают нажать кнопку вверх. Но мы в первый раз доверимся рассказчику, потому что мы в играх привыкли. He walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Мы все-таки в данной игре не обращали внимания на накорябанной помадой. Причем мужской помадой. Как я это узнал? Я не отвечу. Да, Гуфовский, я так и жду видео на YouTube. Как набираешь 000? The lights rose on an enormous... О, ребята, это все концовки. Все уникальные концовки. This place hold, Stanley thought to himself. Какой же секрет? Strength. Я отважусь. Это стандартный сюжет таинственной организации. Я отважусь, потому что я... Employee Observation протокол. Наблюдение за сотрудниками, дорогие друзья. Now the monitor За нами, за всеми. 104-й уволен. bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers. The lives of so many individuals. Это не очень удобно. Images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Довольно не... Ну, мы запомнили, ребят. Последний был уволен. 601-й, возможно. Или какой-то там. Спасибо за подарочные подписки. И какой-то еще, которого я уже забыл, был уволен. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley... Ну, зачем контролировать нас? Мы же просто офисные крысы. reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Перевод надписи, говорят, включи. А есть? В аудио, наверное. Нет, не в аудио. Хоть бы одной рукой есть, это два. Ты меня подролил, да? Ты меня подролил. Тут такого нету. Метки объектов. Ну, кстати. А мы узнаем. Never.
It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? А вы тоже боитесь то, что когда... О, куда? О. А вы тоже боитесь то, что когда едете на лифте, то, что он сейчас упадет? The heart of the operation, controls labeled with emotions. Ну и ничего не переведено. Sad or content, walking, eating. Статус контроля разума вырублено. Very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power. Ага, ну это все, ну тут все понятно. He would dismantle the controls once. Это сервер одноклассников. Ага, Росграмма. А, прям так. Ну ладно. Спасибо за подарочные. Ну, слушайте, прям стильненько, чё. Я имею в виду переводик. Можно было бы как бы поработать за шрифтами, прям все сделать, да? Ну, как бы... Окей. Так, ну чё? На паузе. Мы можем выключить, мы можем включить. Ну, а зачем нам, собственно говоря, контролировать сотрудников, правильно? Кто мы такие? Ну, мы пойдем против системы. Если вы обнаружили бы... Вот представьте, да, всю свою жизнь, всю свою сознательную вы сидели и вас, а потом вы узнали. Мне кажется, но вы испугаетесь, с другой стороны. Вы испугаетесь то, что стандартный порядок вещей будет нарушен. Но я бы вырубил. Я бы вырубил. And a rising chill of Никаких вообще. Was it over? Yes. He had С первой попытки, ребят. defeated the machine, unshackled himself. Наконец-то, господи. Freedom was mere. Как же я хорош. Стример-то молодец. Even as the immense door slowly opened, Stanley reflected Да. how many puzzles. Да, вообще пофигу. Загадки. Where had his co-workers gone? Загадки на 100% прохождения, платиновые трофеи, ачивки. Mysteries did Это все для мещан. But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. Да, детка. For it was not knowledge or even power, Ну все, прошли, в принципе. but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. Как же, No longer would anyone tell him where to go как же глубоко. or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. Дорогие друзья, To know. как же приятно. Perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Как же приятно с первой попыткой принять все правильные решения в игре и победить. А, ну согласитесь. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path. Опять центр Ростова. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. Размытое описание сюжета. Наконец-то счастлив. Новые и старые концовки меняются, если у тебя в руках ведро, а еще выйди в окно. Спасибо, а достримить сначала можно. Получите достижение пройти игру. Yes. Великолепно. О, нет. Ну что это? Я что, очнулся там же, где... Оу. Дорогие друзья. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed. И даже наратор никак не отреагировал на то, что мы очнулись там же, где и были. Ну что мне сказали авторитетно? На 420... Это подсказка, дорогие друзья. Это Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. 420. Did it advance Прям надо ровно? in any way? Прям ровно? Мне кажется, сработает. Хорошо, что у меня игровая клавиатура с коричневыми свечами MX Brownie
Chamber Gamer. Поэтому, дорогие друзья. Но самое ужасное то, что мы не считаем, и мы не знаем, сколько осталось. 100, 200. Будет ли достаточно? Сработает ли, если нажать больше? Прошли ли мы этот Рубикон? Когда нужно остановиться? Когда это все безумие стримерское окончится? Подписался ли кто-то на бусти, пока мы нажимали 420 раз? Или нет? Никто не знал. Никто не мог знать. И никто не будет знать. 430, говорят. Я брутфорсю, пока что-нибудь не произойдет. В чате пишут, только 20 апреля работает. Блин, ну не может быть. По ощущениям, где-то раз 400 нажал, дорогие друзья. Где-то 415. $417. Манька. А помнишь, когда ты на английском начал ходить, тебе репетитор дала книгу по Гарри Бороту и сказал: ух ты, Стивен Фрай. Она такая: кто такой Стивен Фрай? Как же уморительно было. Помните этот момент? Возможно, я уже рассказывал, если это к этому отсылку. Так вот, о чем мы? Где контент? Хожу с игровой клавиатуркой. Блин. Вы понимаете? Я хочу вернуться. Я нажал всего 419 раз. Там был один раз. Подкачал пальцы, чтобы стапать видосы PS Пресс F Айртонсена. Спасибо большое. Донат в поддержку стримера. Не пропадай. Ну я пропаду, а потом не пропаду. Спасибо большое. Хожу тупо с игровой клавиатуркой, балдею нажимаю. Да. Спасибо большое за донат. За поддержку стрима. Stanley simply stood here, drinking it all in. Nope. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his Для своего времени, конечно, игра была абсолютно революционная. Так, вот это вот я все... Это я все помню, господи. Здесь всякие подляны. Карточка. Прыгать не можем. Не прыгайте с грузового лифта, пока он движется. Это приведет к смерти. Штраф за нарушение правил эксплуатации грузового лифта $1000. Штраф за спрыгивание с грузового лифта $5000. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really. В грузовик и сбежим. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley left from the platform. Моя нога! Все нормально. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Что Стэнли на самом деле не знал, когда спрыгнул с лифта, дорогие друзья, что когда он отказался повернуть в нужный коридор, и когда он оказался в грузовом отсеке, он не знал, насколько... Я не знал. Хрен с ним, с ним. Я Стэнли. Я нарративом командую. Разработчик просто дешевый закос под Стивена Фрая, чтобы вы понимали. Стэнли просто не знал, что он прыгнул не на тот грузовик.
not your enemy, Бесплатный really. совет. А я не читаю. Поймай. Стэнли не знал, что нужно прыгнуть вот на этот грузовик. In his eagerness to prove that he is in control. Господи! Колено! Позовите врача! Job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. А где новый контент? Gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley went around touching every little thing. Слушайте, ну мне кажется, я дам просто парочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, двадцать, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят шесть, пятьдесят семь, пятьдесят шесть, да там было 420 по-любому. Смотри, как быстро считается. When Stanley came to a set of two open Ну doors, чё, he entered the door. эскейпнем? Эскейпнем. Чё вы мне там говорили ввести? Нет, я не буду вводить. Это потом, когда ты узнаешь. There was not a single person Нет, there. нет, нет. Feeling Переводят? a wave of disbelief, Не переводят. Stanley decided to go up to his boss's office. Не переводят смешные штучки. There. Подсобка, кстати. Дорогие друзья. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. А вы знаете, мне нравится. Я, пожалуй, как бы, да. Спасибо компании. Here, no choice to make, no path to follow. Спасибо компании, то, что релокейтнула меня, как бы, да. To still be here. Поэтому я думаю, я сделаю это своим личным офисом. Это будет моя стрим-хата, как бы, да. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. Ну, в целом, If there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. если бы я мог прыгать, ты бы, наратор, не был так уверен, что здесь абсолютно... Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me а some мне- explanation here. I'm genuine. А мне чат сказал, если 420 раз нажать на метлу... 20 августа, You do realize there's no choice or anything in here, right? 20 апреля. Stanley walked past the broom closet. Так, At least you would have had a reason for exploring it to find out. так. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to Блин, the story. а кто со мной разговаривает вообще? I never would have thought to mention it. Ну посмотри, стыдоба, конечно, полнейшая. Это даже не кладовка, это даже не подсобка, это псевдоподсобка. You, this is somehow its own Да. path. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Это очень хорошо. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Да, написано, конечно, все замечательно. Тут у нас, значит, что? Туалет начальника. А ну-ка, красиво хоть? О, дорогие друзья. Быть богатым. Где переводы? Я за что платил казахские деньги? Быть богатым. Преступление ли... Я переведу нарративно. Я переведу по рифме. Я переведу по тактам. И я переведу, как у Шекспира было разбито на семантические ударения. Быть богатым. Аль преступление ли? Совершать ли преступление? Это ли не богато ли? Что за жизнь была бы ли? Выбрать бы одну бы ли? Хорош, хорош. Нам сюда, нам туда, нам сюда. О, нет, здесь памятник панде из Текена. Сразу две, чтобы быстрее приезжал, как всем известно. Где новый контент? Почему бумажка светится синим? В зеркале не отражается. Ну, мы по эскейпу сейчас, мне кажется, все-таки пойдем. Stepping into his manager's office,
Stanley Давай, was давай, once again давай. stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Летающие бутылки Кианти. To nobody. Вы не могли? Wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? Потому что, возможно, она слишком This заметная. keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. 2845. Я бы сделал на месте. Stanley couldn't possibly. На месте разработчика я бы сделал специальный код, абсолютно рандомный, например, 0451, да? Который бы, Stanley just sat around. например, сбрасывал уровень, и чтобы зрители стримера могли спамить этот Since he код. could never possibly know that the combination was 2845. Чтобы зрители стримера, например, могли Incredibly, by simply спамить этот код, и у него сбрасывался уровень, например, или что-то типа того. by sheer luck, amazing, he stepped into the newly opened passageway. Да, детка, мы сейчас сбежим. Мы не позволим нарративу управлять нами. Мы на нарративе нарративную нарративку. Мне очень хотелось, но я не читаю просто чат, как вы понимаете, чтобы не проспойлерить, конечно. He walked straight ahead through the large Собирался набрать какие-нибудь другие совершенно случайные цифры. Да ладно. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his wife. Я никогда не поверю. Там новый контент притаился. Прям за дворочкой. Прям за дверочкой, за дворочкой. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Поздно отступать. Впереди только красивые облачка. Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ну, выглядит угрожающе. Я не думаю, что какой-то человек стал бы мужской помадой писать надписи «Смерть», да? Обманывать нас и вести нас к смерти. Это выглядит... Возможно, может показаться, что это люк. Ага, вы... Ау. Испугались, да? Испугались, что будет дозагрузочка? Что будет концовая? Что будет заново начнется, да? Испугались? Оу. Почему? Я не хочу быть в своем мане-мирке. Я успею спастись. Я успею. Я знаю, что делать. Я все проходил. У меня платиново. У меня Ну как же так? Передайте царю пушки. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the Пушки чистят кирпича. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, Ау. killing him instantly. Женщина всегда спасла нас. Материнская фигура в нашей судьбе всегда спасает нас. На этом-то игра и закончилась. На этом-то игра и началась. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game. Она что, Exactly did the narrator think he was going to accomplish? Она перенарратила на наратора? Так можно? Можно перебивать рассказчика? When every path you can walk has been created for you long in advance, Так. death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Я понял все. Stanley was already dead from the moment he hit start. Да ладно.
Вот он весь наш путь. Господи, это же музей Стэнли параболы. Картины природы. Да. Листики действительно потрясающие, если про это начать задумываться, если вот так вот подойти вплотную к листу и посмотреть. Да. Теперь я понимаю. А горы, когда типа такая вот гора вверх идет, а около нее деревья, но как бы деревья они не все зеленые, некоторые из них оранжевые. Да. Только после смерти, которая всегда и была в моей жизни, я это понял. Это просто кусок горы. Это бейсбольное поле около моей школы в Миссури. Гуфеня, не слушай чат. Если чатик скажет сигануть с крыши, ты бы решился. Но Чмоки. Спасибо большое. Ну, как бы мне чатик это и предлагал. То есть подойди к скале, к горе, встань на 16-й стул справа, 420 раз нажми на рычаг газлифта. Да. По этой тропинке я обычно хожу в школу. Это просто два синих цвета, абсолютно непонятных. Это когда в гейзерной кофеварке бурлит светофильтр перед фотографией. Да. Чат говорил выйти в окно, в этом-то основная проблема. Ну тут все понятно, значит, мы начинаем. Вы вообще не понимаете ни хера. Мы тут можем все понять, куда можно идти. Где там была эта 420-я дверь? Вот здесь она была, вот сюда вы мне говорили проходить. Вы вообще не понимаете. Тут ничего не было, тут ничего. Вы просто вообще заблуждаетесь, господи. Вся ваша жизнь. По ходу разработки разные части офиса добавлялись и изменялись, но базовая схема осталась почти без... Там ничего не было с самого начала. Если бы я начинал делать эту игру, я бы с самого начала добавил бы... Все бы крутилось вокруг 420-й двери. А ее тупо нету вообще. Так, мне кажется, нужно... Я сделал оформление буквок в стиле... Вот в этом, в желтом. Но они слишком тоненькие, поэтому их, наверное, не видно. Да? Не то, чтобы кому-то было какое дело до этого, кроме меня. Слышь ты, Штрибан. Топовый ремейк, подруга. Да. Спасибо, сестричка. Плюс 5 баллов к тебе за вежливость. К тебе. Офисные компьютеры. Да. Действительно, в офисах. Я помню, приходил в библиотеку в детстве. Действительно стояли подобные компьютеры. Гигантская механическая клавиатура, накрытая таким пластиковым клавиатурным чехлом. И я играл в Диггера и играл в первого принца Персии. Ребят, не многовато ли вы пафоса нагнали? Мы в этой игре сидим 15 минут, вы тут уже начали. Звук кнопок. Такие звуки издают кнопки, которые вы нажимаете в игре. Каждый из них смесь звука клавиш на клавиатуре с синтезированным тоном. Ни разу такого не... Это из Half-Life. Это у меня так... Ну, я хотел сказать вибратор. Вот так у меня... Это у меня звук включения вибратора. Смешно? Нет, поэтому не сказал. Вот в чате микроволновка смешнее придумали. А вот это, вы знаете, вот нету никакого пояснения. Вот если бы не я, глубокий знаток американской культуры, вы же не знаете, вот что это такое? Скворечник? Ты же не знаешь, никто в чате не знает. Буду здесь стоять, пока кто-нибудь в чате не напишет правильный ответ. Никто не знает в чате. Все знают, что это точилка. Фак! Откуда вы знаете? Откуда вы знаете? Служебная комната, ранняя версия служебной комнаты. То ли дело другая служебная комната. Блин, а где Наратесса вообще? Откуда вы знаете? А, смотрели маску. А там было, да? А что, маска по мотивам Стэнли параболы снята? Таймер в квартире. В прошлой версии концовки в квартире таймер давал игроку 15 секунд, чтобы он взял трубку. В смысле? Это какие-то уже... Жесть, спойлеры и здесь. Да что ж такое? Ну, я не хочу, я оказался просто... Почему вы мне показываете такие уже глубины игры?
Литерали музей спойлер, блин. Рычаги для дзен-концовки. Какого хрена? Я еще ничего... Нет трейлера. Угу. Это первый трейлер. Вы помните его в 2012 году? Я тогда молодой был, 40-летний. Как отсюда выбраться из этой богадельни? Чё там въехало туда? Она меня сфоткала? Она меня сфоткала? Я теперь в прошмандовках Стэнли. Нет, она меня не сфоткала. Кабинет начальника. Скриншоты разных версий кабинета начальника. Сначала кабинет начальника был не закрашенный. Потом закрашенный. Потом опять не закрашенный. Заблоченный, как бы, да, для прототипа. Блин, мы сюда же вернулись. Как выйти? Ну, хоть здесь по музеям походим, да. Ну, хоть где-то пушкинская карта пригодилась. Дубль рассказчика. По 3 раза записал реплики. Бывало и почаще, бывало и побольше. Мирился ли я с тем, что просто хожу и смотрю на картину? Комната отдыха. Подземная часть. Я не просто хожу и смотрю картины. Я иду. Я иду. И я ищу новый контент. Новый контент. Новый контент. Новый контент. One of us. One of us. Ну я не хочу, будет. Отсюда выход есть? Это код программистский, как вы можете видеть, дорогие друзья. Вот мы так вот составляем нашу игру, да. Редчайшие кадры вообще. Немногие разработчики решаются вставлять код своей игры прямо в игру. Ведь таким образом игрок узнает все секреты. Респект парням. И подругам тоже. Где выход? Yes, yes, yes. Oh, look at these two. Yes, mommy, посмейся. Я просто хочу поиграть во вторую часть, женщина. Женщина. Yes, mommy. I mean, yes, mommy. I mean, yes, mommy. Настоящая концовка стрима только на бусте будет доступна бустинам. А чем? Я могу почувствовать. Они не могут существовать друг без друга. Нет, нет, нет. Я не верю. Я бабки заплатил. Казахские. Я не поддался второму нарративу, который перехватил нарратив. Тем более женщине, лол. Мне кажется, у меня все будет хорошо. Стэнли напишет новый хит. Коробки, что за актовым залом. Репетировать. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Кто? На? Никто не... Я, ребят, мне надо
взять новую краску для принтера. New content? What does that mean? New content. На дверь закрыть. Ну, новый контент. Нам нужен контент. Мы питаемся контентом. Просыпаемся с именем контента. Но... Запускай тарарайку. Давай, вези меня в контент. Монтировку мне дай. Прям с дозагрузкой. Вот это контент. Охрененный контент. Посмотрите налево, тут контент. А также справа контент. Сверху немного контент. Ну это прям пролом. Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Было дело. Receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Это нам надо. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content. Контента влили, господи. The world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Это мы такое любим. КВН бы еще, да? Step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Хорошо, что меня здесь наверняка никто не затроллит, да? I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Ребят, вы готовы? Вы готовы наконец-то увидеть то? Прям высокотекстурированные текстуры. Да. Я тоже. Будет охрен, где кнопки? Это не лифт. Это не лифт, вы просто траву покрасили. О, контент! Наконец-то Илауи спасет Нью-Йорк от меха-роботов, бастионов. И сожрет пельменей. Fuck, go back. Контент. Где контент? Я заплатил 420 рублей, учитывая скидку 30% за обладание оригинальной игрой. Я заплатил 430 рублей за обладание, учитывая скидку 30% за... Alright, let's see, it's the jump circle. 4... Прыгать можно! Вы готовы, ребят, мы этого ждали. Мы создали наш канал секреты Stanley Параболы, чтобы... Всего 420 раз? Хорошо, что мной никто не управляет и не заставляет. Мы привыкли уже на стримах нажимать пробел, поэтому да. И этот палец у нас накачан, детка. Сообщение в чате не трать. Не. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else. Ну здесь-то сейчас точно будут. Не станут же они меня троллить. Stanley, 2 раза подряд. Да ничего, рефанднем, братья. Подруга, рефанднем. If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. Но где-то был такой загон. Wait, there's more. Very good. Контент. Ну хоть не приседательный кружок, я надеюсь. I'm ready for whatever it is. Да, детка, наконец-то контента. И никто меня в этот раз не затроллит. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley?
This is what happens when greedy video game developers Мы ненавидим разработчиков. Мы... cheap expansion to market for no reason other than to make Это прям какая-то самоирония или что-то типа того. of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance И наверняка оно там do you have on есть. this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. Я не успел пошутить, что мы в Твиттере им все выскажем. I built up too much anticipation around the new content. Мы... They could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game? Я... And we'll try to get back to what the Stanley parable is really about. Чем была хороша No gimmicks. Just you and me having a great time together like always. Мы настолько разочарованы... Say, friend. Хорошо, подруга. Мы настолько... Да! Ну я хотел. Да, не... Дорогие друзья, что-то произошло. Игра не подгрузила просто все. Вот это был старый коридор. Помните, как мы по нему ходили? Помните? Вон немножко вон туда, и можно было 420 раз нажать 420. Новый контент, господи. Я так... Stanley, Я могу пригибать... over here, in the vent. I want to show you something. Интересный факт, это не первый раз, когда меня сегодня предлагают заползти в вентиляцию. Меня сегодня зовут. Это какая-то майнкрафтовая, блин. Эх, не было бы до загрузок еще, которые флоу ломают, но, видимо, все-таки старый движок. Okay, you remember how cheap and unsatisfying Да, где-то минуту назад. content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley parable. True. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Elden Ring? Вы подарили мне с бесплатной... Вы заработали так много денег, что каждому игроку в Stanley Parable Ultra Deluxe вы дарите Elden Ring? I call it the memory zone. Oh. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life Как и все whenever мы. I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Балдеж. Я помню, это как будто это было в 2013-м. Remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release. Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it Да. meant something. 2013. Waste. Золотой год видеоигр. Вышли такие игры, как... Какой-нибудь Advanced Warfare. Это отсылка на что-то, про что я не знаю. Но про старые большие боксовые версии. Бафту прям получили. Last of Us заклеено пластырем и написано Stanley Parable. Это смешно. Тот самый ремейк. Оригинальный ремейк. Оригинальный ремейк? Наш первый поцелуй. Моя первая машина. Релиз Stanley Parable в 2013. Первый доллар, заработанный Stanley Parable. Демка Stanley Parable. В которой можно было ввести какие-то цифры, но я никак не могу их вспомнить. Ачивка не играть в 5 лет в игру. Да, была у меня такая ачивка. Ох, какая же у меня была ачивка. Эту ачивку получить вообще невозможно. Номинант на бафту. Да бафта вообще, British Academy, да, бафта. Лучшая дебютная игра, у них есть такая категория. Чё ж такие текстурки-то плохие? Может, у меня все-таки не это? Им же ничего не мешало. Просто плохие.
Просто плохие текстуры. Номинант сюжет, номинант дебютная игра и номинант инновационная игра. Авторы снизили планку. А это что за сарай? Господи, это же прекрасный сад камней. Ну, мета-мета прям. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Я надеюсь, Антон Логанов есть сразу после Battlefield. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them. And now, it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Да Parable. почему? It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Час нового лифтового контента. Отдел ремонта зоны памяти, дорогие друзья, нам, наверное, туда. Я не пропустил, я бы там просто наратор говорил. Я помню, как на стримах по Хардстоуну чат просил тебя поиграть в оригинальный Stanley Parable с праздником трудящийся. Мне кажется, я его до стрима. Ну, я обычно в такое, да. Ну, здесь, конечно, интересно. Человек года. Человек яйца. Это я? Это же я. Это Стэнли. Я человек года. И какая-то еще лярва. Это мы так разрабатывали первую Stanley Parable в сапере. Ну пойдемте, пойдемте. Ну пойдемте, пойдемте. Мы не можем, пойдемте. А мы не можем, пойдемте. Везде лежит вот это вот «Знай свой город». Это какая-то твинпиксовая зона. Оригинальный ремейк. О-о-о. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. 9 из 10 дешевки. Is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. Ну если идеально, то почему 9 из 10? It didn't need new content. It just needed to be left alone. Ну да. Можно было бы что-нибудь новое сделать, согласен. Но у них есть что сказать. Им есть насчет чего высказать. Тут должна быть пародия на мафию, таскать ящики. Мы не можем. Серьезная комната 2014. Мы не можем. Мы не можем. Надо было прыжки оставить. These were simpler times, Stanley. Было дело. But I wouldn't give to go back to have it all over again. Ну почти. Величайшее богатство — это воспоминания. Но все-таки копаться в ностальгии, дорогие друзья, тоже... Hang on. I don't recall this part of the memory zone before. Тут Гладос сидит. What's down here? А что это? Steam. Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. О, нет. Я паузу игру тоже. О, нет. Только не отзывы с ДТФ с плохими рецептами дошираков. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Вот как, дорогие друзья. Glowing as well, weren't they? Вот как нас представляют себе разработчики, которых мы сделали миллионерами, триллиардерами и тропогененами. Они нас считают ржавым, вонючим бараком. Я считаю, это повод обидеться на них.
Если авторы Stanley Parable выпустят еще одну игру, я ее украду. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny with his... Я это запомнил. Вы у меня, разработчики, получите. Unfunny? I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I Кстати, suppose да. I can write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Ну, это же очень миленько, конечно. Этот чел прославился с помощью игры благодаря отзыву, а чего добился ты. Ну как прославился, никто и не вспомнит. Конкретного чела. Тут прям лежат плохие отзывы. Повсюду. Ну бывает такое, да, игры получают и плохие отзывы, не поспоришь. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. William Defoe GIF. Shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. Но немного все-таки вычурные. I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Как же он прожаривает. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always... Ты закончил? Сообщение в чате от этого чела на самом деле позитивный отзыв. Но он мог изменить. Они могли вообще написать выдуманные, чтобы... Блин, я хотел вернуться, но уже нельзя. Да, бы вернуться. Могли вообще, чтобы не указывать как бы ники, чтобы людям не начали спамить, да? Вы же не пойдете после стрима и не напишите нудельшафу. Я тебя... Ах ты, нудельшаф, тебе не понравилась моя любимая игра Stanley Parable? Я тебя запомнил, нудельшаф, я на тебя обижусь. И если ты, нудельшаф, выпустишь свою игру, я ее спирачу, ни рубля тебе, нудельшафта, от нашего сообщества ты не получишь, любители Stanley Parable. Я обиделся. Нудельшаф, блин. Говноимя, говночеловека. Вот такой себе ник поставь. Будет оскорблять мою Stanley Parable за 300 рублей казахских. You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. Ну, кстати, да. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do... Нет, не слушай отзывы. Then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't. А может, и пригодилось бы. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Она там? Мне надо... Here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll думаешь, right past it. Ты думаешь, я так прост? Been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people, and if the people want silence, Да, он сам человек из народа. that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue. А давай. Something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah, 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 blah. У кого быстрее кончится? У меня терпение? Или у разработчиков деньги на озвучку? Therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say,
The story and the choices, or what have О, зациклен, фу. Вы даже не записали 16 тысяч часов. Вы не записали 16 тысяч часов нарратива? Разработчик попался. Full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound subjects. Нет, мы все дослушали до конца, там было залуплено. Залуплено. Бла-бла-бла-бла. Я не буду слушать, что ты говоришь. Бла-б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 ла. Разработчик опозорился. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Эни-мини-мани-мо. Бесконечность не предел. You can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is... Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? That's the power of the button. Yes, yes, yes. А мне начинается нравиться эта штука. It's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. Возможно. I don't even know if one can change their review in the... Тоже не знаю, кстати. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Да нам это уже не пригодится, с другой стороны. Check on before I went about this whole exercise of... Не в Казахстан же переезжать, да? Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs Steam will instantly run out and... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was... Возможно... I want to say maybe 30... Возможно, тебе нужно поменьше трындеть, подруга, не думал? Well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know it's shocking. Игра в ЕГС вышла. Нет, я специально гуглил, не было. По крайней мере, в новинках. I think the skip button has been aptly demonstrated. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. Мир начнет рушиться. I don't know why the skips are getting longer, but they're really truly getting Вот что... longer. And my God, there's no way out of the room. Господи, вот что случается. Когда начинаешь стопать, дорогие друзья. Вы чувствуете весь вес ответственности, который на меня... You're back. You're back. Oh my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Сколько же пройдет Сколько же пройдет в следующий раз, Господи? Just sitting here, not a single person to speak with. Месяцы? That's just how it's always Годы? me talking and you saying nothing. Это все из-за Куки 9? It's exactly the same as always. Doesn't that feel like what we've all... Ты не боишься, Куки 9, что кто-нибудь придет к тебе домой? Найдет, где ты живешь? It isn't. Все из-за тебя, Куки 9. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you. Мы наконец-то помиримся. Everything we've been through. I've had so much time. Сколько? I stopped keeping track after. Uh-oh. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only... Представляете, он сидел и озвучивал целый час игрового времени. И мы можем реально послушать это все, если мы будем просто немного более терпеливы. Там ничего не залуплено. Таким образом мы можем убить рассказчика. Он умер. Слышь ты, Штрибан. Эта кнопка отличная отсылка на рождественский эпизод «Черного зеркала». Супер просто. Ащ-ащ-ащ-ащ. Я очень люблю рождественский эпизод «Черного зеркала». Это мой любимый эпизод. Но можно, наверное, это посчитать и отсылкой. Опять мой вибратор пищит. Батарейки сели, а нефиг, блин, покупать солевые из фикс-прайса. Спасибо за донат. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. Так и было. Jokes, where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us.
It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. Стивен Фрай, ты здесь? Все, ты хорошо подумал? У тебя была бесконечность, чтобы подумать, Стивен Фрай. Ты больше не будешь вести богохульный образ жизни асоциальный? The end is never the end, is never the end. Oh. Is never the end, 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 is never the end. Кажется, он поехал кукухи. Так и нуарный КВН-стрим может начаться. Жесть. Так, ну нам надо выбираться, тем не менее. Кнопочка-то откатывается. Расскажи, в чем сюжет. Да в целом ни в чем. То есть это мета-игра. Мета-игра, которая ставит нас в позицию игрока в игре, прикинь. И начинает деконструировать это все. Вот, например, из-за... И мы сейчас находимся в жесточайшем мета-моменте. Из-за плохих отзывов на первую часть, некоторых. Например, о том, что наратор не может заткнуться. Они добавили кнопочку скип наратора, которая перематывает время. Может быть, здесь портал 3 когда-то начнется. Я был бы так счастлив. Но мы не стареем и не умираем, потому что игрок он был всегда и будет всегда. Игрок вечен. Вот это красиво, конечно. Мир очистился настолько, что вышла Last of Us 3 без Эбби. Но потом произошло что-то ужасное. Или просто наступила ночь, да? Это похоже на эти мемы с мистером Инкредиблом, который becomes uncanny. Типа, веселый мистер Инкредибл кушает доширак один раз в месяц по приколу. Потом грустный кушает каждый день. Хотя доширак тоже по факту премиальная еда, да. Нифига себе, 60 рублей за коробку. Я себе на эти деньги могу лапши... Оу. Вся комната накренилась, господи. Мы вышли. Мы вышли. Мы свободны. Мы вышли из бесконечного бункера. Ребят, я чувствую, как будто я прожил 1000 жизней. Я все осознал, я все понял. Нажимая эту кнопку раз за разом, устремляясь в будущее на 1000 лет, я понял то, что я больше не должен стопать. Это все было, чтобы я перестал стопать? Чтобы я полюбил стопы? Я теперь фуд-фетишист? Мне не нужны ахигао? Мне нужны только стопы. Стопы это круто. Нет, наоборот, никаких стопов. Мне нужны стопы. Отрежьте себе стопы. Попал в дюну, блин, ну хоть во вторую. Не отрезайте себе стопы, пожалуйста, это была шутка. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I Я хотел идти по пустыне бесконечно. Я прям получил? А новый контент? А мне можно? Я не потрачу прыжки. Я не потрачу... Новый контент. Это типа, а как это? Это вот типа сюда? Я просто не понимаю. У вас очень плохой... С вами работал очень плохой дизайнер. То есть что это означает? Что мне нужно зайти в эту дверь? Или стрелку указывать на стену? Это очень непонятная навигация. Я что, в московском метро? Мне нужно было... Тут тайная стена, которую нужно как в Элдер Ринге прокликать 100 раз? Непонятно. You notice my sign.
Yes, I have something very exciting. Балдеж, спасибо. Сколько FPS? Ну, она не требовательная совсем, это, блин, Source. Но у меня на стриме должно быть 60. Ну это тот же лифт. Ты меня обманул. Неужто даблджамп? Я не поверю. И что это теперь Unity. А как отличишь-то? Текстуры абсолютно такие же. And about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark. Да, было дело. It should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step. Это куда же? А мы готовы вообще? I'm very proud to announce Сиквел. Тара, ребят. the Stanley Yes, you see, isn't this far superior to a re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why there is so Я так счастлив, Господи. it could go in so many different directions. Спасибо. This is what fans have Спасибо. truly been Второй asking Stanley Parable. Прям внутри первого. И еще Elden Ring подарили бесплатную копию. Я так же и ноги кому-то отрезал. И больше не буду КВН стопать. Никогда не буду КВН стопать. Никогда. Parable 2 is just Хрен с ним стопать. Никогда не буду КВН стримить. much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Да. What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. Нам сюда. Screams progress and innovation. Ковры с буквой 2. Гейб себе также представляет день, когда они запустят Half-Life 3. Выставка для инвесторов. Буква 2, вы не понимаете? Вы не поспеваете вообще за моими слоями иронии. Это не дислексия. Нет, нет, нет. Это все специально продуманные тончайшие шутки. Они летят как стрелы. У разработчиков настолько тончайшее чувство юмора, что они на макбуках рисуют ворона. Какой-нибудь скудная умишка, типа Футурамы, нарисовала бы там грушу какую-нибудь, да, надкусанную. Нет, 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 ворона. Больше Stanley Parable. Лучше Stanley Parable. Первая была вином, вторая должна быть вином. Сдвиг парадигмы произошел. Красный цвет. Это все забавно. Они Это очень смешно, если вы читали выдержки из слитых питчей и исследований Sony об аудитории, какие фильмы нужно делать. Там вот примерно такое, да. Так это все это выглядит. Новый горячий контент. С красным, но это красиво. Практически Red Dead Redemption. Можно обыграть, можно прям встроить внутрь. Прям как у Джон Вика 4. Балдеж. Ну где же он, где же? Он... I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Да как? Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing. Давай, давай, давай. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Это забавно. Сиквелы — это хорошо, но это такая мета-штука. Она была, например, в Крике 2, когда они сидят просто и обсуждают. Ну, Крик, он вообще весь метовый. Они в Крике 2 сидят и обсуждают то, что очень мало хороших сиквелов, и сиквел никогда не соответствует оригиналу. У меня для тебя плохие новости. Да, почему плохие-то? Версия Stanley сделана на Unity. Да я не против. Чат запусти гуса. Ну, наверное, это не очень хороший комплимент Unity, когда ваша игра выглядит как игра на сорсе из 2013 года, но тем не менее. Portal 2.
Да. Half-Life 2. Да. Batman Arkham Asylum 2. City. Divinity 2. Doom 2. Aladdin 2. Возвращение Джафара. Что? Есть такая игра? Есть же очень хороший Aladdin, который сеговский и снесовый. Ну, снесовый похуже. Aladdin 2. Что? Прикол? А также называлась, которая... Это типа, который Direct to DVD, стандартные диснеевские. Ну, игры, по-моему, такой, я не знаю, игра была по нему? Это стандартные Direct to DVD. А было 1.1, да, справедливо. Гейм. Может, по нему игра была, может, она была очень хорошая. Так. NES? Ну, это, наверное, какая-то... Ну, это, наверное, пиратка. Да, это хак. Это хак, не было такой игры, неважно. Забавно. Dota 2. Главное, что она бесплатная, купил и играешь. Дорогие инвесторы, на выставку сюда. Вы что хотите сказать? New features. Oh shit. Пустые кинотеатры. Новый материал, новый контент, господи. Я не жду, я жду не дождусь. Я бы, конечно, скорее вот здесь вот посидел бы рядом с автобусиком, да? Выставка 2. А это уже они? А мы... А мне... Я могу? Я не могу? Показ фильма «Морбиус». Блин, я прям заинтригован посмотреть. Как можно было снять что-то хуже? Вы готовы? Я просто отхлебну, и мы пойдем. В автобус тоже не получилось зайти. Господи, как же это будет охрененно. Вы представьте себе. Какие? Какие? Украшение для офиса. Успокаивающее ведро. Кнопка с именем игрока, запустившего игру. Манька. Почему Диабло не упомянули? Мамка купила, кстати. Ну, блин. Ну да, ну Диабло хороший сиквел. Мерч, мерч, мерч. Я видел новый контент. И все, что получил за него, это вот эту сраную футболку. Ну что, ребят, украшение для офиса. Блин, обещайте только не скриншотить. Это какой-то эксклюзивный материал для Стэнли. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get well someday it is. А зачем вы... Вы что, хотите сказать, что мое мнение не учитывается нигде, никак? Так, во-первых, конец следа экспозиции. Maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision. Господи. Легендар... Ну, если я верну... Ну, пожалуйста. Ну, мне... Let's bring the jump circle back for... Господи, спасибо, пожалуйста. Oh, wait. You already spent all your jumps... Ну, я... Ну, я... Oh, well. Накинь! Я готов DLC с кругами. Сколько? 30 кругов за 5 баксов. It can just be a nice decorative piece. Я Battle Pass. Каждый день играешь в Stanley Parable 10 часов и получаешь прыжок. Я таких плохих текстур очень давно не видел, конечно. Чё там за QR? Все говорят, QR. Блин, я ж теперь... Мой аккаунт Steam обесценился, я не смогу. Где QR-то, Оля? Вся эта комната — это QR. Мы сейчас пойдем смотреть игровое сральное ведро.
Кнопка с именем игрока, запустившего игру. А ну! На мерче, говорят. Да, вижу. Ну и справедливости ради легко можно не заметить. А можно прям с телефона? Мне его не заблочат там по IP? Мне важен мой телефон IP. StanleyParable2.com. Добро пожаловать на официальный сайт Stanley Parable 2. А сиквел, а? Ну, там просто как бы инфа, окей. Даже телефон по IP-шнику не смогли забанить, блин. Новая. Прям с моим. Прям адский членопотрошитель 16. What do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. Блин, а по-моему большая охрененная. My first addition to the game is this button, which speaks the name of the person playing the game. Так. Isn't that wonderful? Ну, средненько. Конечно, да, первая Stanley Parable, вторая часть, я бы сказал, не дотягивает. Ну, давайте посмотрим, возможно, все изменится. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Адский дрочила, страшила? It's Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Ладно. Here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. Всегда хотел. Червячком. Я уже червь. Living as Jim. Копаюсь в земле. Хожу в скафандре. Falling in love and being heartbroken as Jim. Whoa, hold on. Да I чё? haven't finished setting up the backstory. Я думал, это кнопка скипа. As Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Ну, прости. Дорогая мама. Again, and this time let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Are you happy now? Get out of here. I'm done with this button. Why don't you go humiliate me in front of a different feature that I worked very hard on? Я обязательно так и сделаю, спасибо. Шутка, которая не работает с людьми, которые зовут Джим. Я думаю, люди способны немного интерпретировать шутку и поставить себе... People named Jim play the Stanley Parable 2. They would appreciate what I've created here. Почему все двоечки такие, а вот эта двоечка вот такая? Это какая-то специальная двоечка? Новый офис. Красный, это новый оранжевый. Блин, ребята, это скриншот. Это скриншоты Stanley Parable 2? Ребенок вырос. Это смешно. Ретрейсинг, опять же, господи, как же я счастлив. Новый контент, новые идеи. Но у нас осталось, что, бесконечная дыра у нас и игровое сральное ведро. Но учитывая, насколько гигантский акцент делается на игровом сральном ведром. А Трейзер, скриншот говорят. Сделал такой виндовый скриншот. У меня, блин, нету на клавиатуре F-ов нету. Я не помню, как это надо делать. Что? Что это такое? Блин, я забыл. Command function? Nope. Ну тогда просто... Как на этой параше, блин, F12, я понимаю. У меня нету функциональных, они у меня совмещенные, и тут не нужно нажимать. Что-то. Я думаю... О. Но он не отреагировал. Ну вот это рвань вообще. Все, я сделал, все нормально.
Команд, блин, ловите маковода. Нет, она общая, маковиндовая. MX Keys. Так, новая легкая, бесконечная дыра, она не кончается. Хочу. Халявное новое легкое достижение. Работает. Несите его сюда. Я буду настолько счастлив. Я буду со стоковым, надо было еще эти watermarки стокового изображения. Я буду настолько счастлив. Бесплатная ачивка. Получи свое, потяни за рычаг, получи новое достижение, профит, получи свое. Now here's something special. Ну игра-то не обманет. That broken test achievement that got left in the game on accident. Да. I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Звучит. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Я хотел... Now the achievement Я же is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Ты меня наебал. Ты просто подошел ко мне, приспустил штанцы. Приспустил мои штанцы. Приспустил штанцы, которые мы купили вместе, когда ходили в магазин сегодня. И наебал меня. Collectibles. О, детка. Я читаю чат. Я знаю, что меня просили сделать скрин в зоне, в которой просили не делать скрин. Он не читает. Он не читает. Он не читает. Он не читает чат. Он не бывает на бусте эксклюзив. Не читает чат, он не читает чат. Ой, мы такие обижены, он не читает чат, не вводит 04125. Пятизначный шрифт в четырехзначный шрифт. Хочу ведро. Ведро. Complaint of the Stanley parable was that it was confusing and paradoxical. Красиво. Chaotic sense of reckless despair in those. I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley parable reassurance bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your Как в чате упомянули, как будто кубы в портале. Забавно. Actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Допустим. Оцинкованное ведро всегда в хозяйстве пригодится, как бы, правильно? Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma? Ребят, мы дойдем с этим ведром до конца настоящей концовки. Make you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley parable too. Ну, честно признаться, это самое красивое игровое ведро, которое я видел. Посмотри, как это сделано. Ой, и ты прям идешь и видишь двойку. Ой, и вместо стульчиков таких, которые были там, красные везде поставлены. Это гениально. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Ну чё? Чё по коллектаблсам? Может быть, скины на ведро? Будет ли там... Ты можешь их найти, ты можешь их найти, ты можешь их найти. Господи, целая вселенная! Now it's a real video. Вот это красиво. Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley. Сколько? Триллион? And what's truly innovative
is that there will be no reward for collecting all of them. Прям как в I Зельде. don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your Привет, привет. Я могу приблизиться? Это и есть фигурки? Это первобытные люди, которые взяли первую коллектабл штуку? И я могу. И я сам Стэнли. И я положу прям в ведро. Ну это прям ирар-то вообще. Да! Все, 6. Я хотел 1 триллион. Все. 6. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward. Да, в смысле? Absolutely tragic. Это же охрененно. Всем такое нравится. Вот что людям не нравится, это когда им сказали: прыгай внутри прыжкового круга, и он как верная собачонка прыгал. Никто не говорил мне прыгать, справедливости ради. Ну, надеюсь, хотя бы бесконечная дыра, которая не кончает. Не делай скриншот, с надписью, не делай скриншот, оборжешься просто. Мы тебя не врем, мы чатик, мы тебя любим. Stanley, here's an idea that I'm very fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall. Ну, как между двумя порталами. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Это какая-то дыра, как будто в Overwatch. Я могу по ней просто крутиться и бесконечно хилить. А ну! И я действительно падаю. Isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say. Допустим. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. А зачем? Какой-то телепорт внезапно появился. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Что-то мне подсказывает. Sooner rather than Нет. later spectrum. У тебя что, дыра, что ли, не бесконечная? А на мамбе ты не так писала. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated. Сообщение в чате. Это твоя карьера, модераторы. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep. Но мы еще видим начало I дыры. want to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. Uh-oh. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. Да я и от меньшего умирал уже. Actually wants to fall infinitely. I figured the hole was as deep as anyone would actually Было в need. Gravity Put this Falls. on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, Почти бесконечное. press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Ну, хочу ли я на поверхность, как бы. Когда ты достиг дна, как мы все выяснили, по лучшему когда-либо снятому фильму и прокачанному в кинотеатрах, и навсегда лучшему прокачанному фильму, все везде и сразу. Когда ты на дне, все варианты доступны тебе. И как говорила какая-то пьяная лярва из сериала с Аланом Тюдиком Resident Alien, только на дне
пролегает истинная свобода. Just the two of us. И это действительно про меня и про ведро. Где-то тут мы и будем стримить непосредственно Каху. Блин, ну они под копирайтом, как бы, я не могу. Но ведро реально охрененное. Just the two of us. Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. А кто нет? A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not... Надо. No. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? Вообще-то... But feel like you spent a little less time in there than... Вообще-то так и было. Admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough... Парни. Блин, она немножко не так работает, жутко. А, хрен с ним, я уже картинку пошел гуглить. Блин, ну это какие-то... Мне нужен дженерик. Ну это еще не дженерик. Ну это не стендап, мужик. Это мужик, который стоит. Вообще не то. Какого хрена? Ну не нашел же. Встань туда. Типа. Hit the teleport button and come join me up above. Это был... Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about. And gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. А мы обязательно так сделаем. Ребят, а вам не показалось, что эта дыра, она стала как-то меньше в этот раз, чем была до этого? Она что, делала упражнение Кегеля? Стоило того? Well, there it is. The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole. Фу, хорошо, что тогда. It's more of a concavity, or even a very aggressive divot. How is this still appealing? I know you're obsessed with holes. Я не могу войти, у меня прыжков нету. Scratching the itch. Заделывай полностью. You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Фу. Is the teleport button not working? Ну потому... You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It's still nothing. Well, Ты меня наебал, да? Ты вот подошел ко мне, снял портки. Снял вторые портки, потому что мы накрыли... You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. Не уходи, пожалуйста. Have a wonderful rest of eternity together. Дыра стремительно теряет свое обаяние. Она совсем не такая, какой была на первом курсе. Что он пошел делать?
Не-не-не, Г не работает, ребят. Он не оставит нас здесь, это рассказчик. Рассказчик не может без игрока. Там что-то... Там Санта-Клаус! О, я не зря был верен дыре. Это настоящая концовка. Это Stanley Parable 3. Музыка-то балдежная. Ям встать, играет гимн Дыра Руси. Это напоминает мне тот момент, когда в Stanley Parable заделали дыру. Как же он хорош, то есть я. Чё? А тема из Metal Gear 3 заиграет? Ну, так довольно крипово. Смени реальность. Господи, фильм... Начался фильм с Томом Крузом типичный. Так, я не хочу эту музыку. Но Мика Гордона я тоже не хочу. Каждым разом все хуже и хуже, господи. Там была в начале хорошая музыка. Сколько они написали? О, нет. Вот и альбом Беляшика послушали. Я жду, когда песни будут повторяться. Они не заканчиваются? Во, вот это норм. О! А! Что? Вот это геймплей подъехал. Stanley? 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 Меня тут... Oh, good, you're awake. It seems you had sort of Господи, это было охрененно. been away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just Вот это было охрененно. that I want you to be wide awake for every second. Легендарная дыра Stanley Parable. Single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really truly О, спасибо, что разбудил. Я потом еще сидел бы и сидел.
you and I will have many, many years here in this hole. And I'm looking forward to all of it. Манька. Stay alert. I'll be there. That grips the game. Спасибо большое. О, нет. Измором берут. Сбросили. Слабачки. Слабачки. Go on, try out some of the new features. Ну, дыра, слушайте, у меня вообще никаких не было ожиданий от дыры. Но это было, конечно, Леген. Wait for it, Дарна. Ведро никак не бросить. Только не говори... О, ты не можешь так поступить со мной! Кейт, мы должны вернуться в дыру! Кейт, мы должны вернуться в дыру! Кейт! Титры, конец сезона. We have to go back, Кейт! Ну ладно, хоть ведро есть. Ведро, по сути, ребят, если вообще на перспективку, то, конечно, ведро — это маленькая дыра. Так, ачивки были. Collectibles были. Чем мы здесь еще можем насладиться? Ага. Эпилог, между прочим. Если бы я еще не был бы топографическим кретином, вдобавок к критически кретину, вдобавок к просто кретину. Кнопку видели. Кнопка, которая говорит Джим. Эпилог. Ну, нам рано. А второе ведро дадут. Можно ведро? Можно поставить ведро? Без ведра пустите к дыре. Поставить ведро? Эх. Не настолько-то разработчики и продумали. Ну, пойдем в эпилог, чё. Это было, конечно, сильно. Крутая ирония по поводу сиквелов. Мне прям очень понравилось. Чувство юмора у разработчика не сбоит, я бы сказал. Да, сейчас я вспомню, куда. Кнопка. Так. А пойдем. That's new. Почти бесконечная дыра. Чемпион мира по настройкам. Халявное достижение. Мне не обязательно было идти туда, я мог здесь. Чемпион мира по настройкам. Ну, во-первых, я уже очень много всего. Я в начале игры, я перезаходил, господи, 15 тысяч раз. Я нажму все настройки, мне вообще наплевать. Я не нажму все настройки, мне лень. Ну, я не хочу. Показывать предупреждение. Это нам надо. Подписи цветами. Это нам не надо. This story of... Упрощенное управление. Типа без прыжка. Так вы украли у меня все прыжки. Пишут, надо все ползунки по максимуму и по миг, кстати, поле зрения. На 90, как киберспорт вообще. Ну, мне лень. Сказал я и продолжил делать. Ну, неужели все кнопки? А кто-нибудь занимается? У кого-нибудь есть какое-нибудь обсессивное-компульсивное расстройство, которое
Требует с него. Это мы уже сделали. Ну все, остальное мне надоело. А куда тогда? Ух, зато мы как будто стали... Слушайте, мы поставили побольше FOV и как будто стали передвигаться гораздо больше. Больше, да. Гораздо быстрее. Как бы не сговариваться на стримах бы еще разобраться. Работает. Новый не появился? Нет, мы все забрали. И все закрыто. Здесь мы были. Выход. У-у-у. Складывается ощущение, дорогие друзья. Неужели это все? Неужели это все фичи? Стэнли немного грустный какой-то. Он одинок. Казалось бы. Столько всего. Бесконечное количество возможностей в Stanley the Parable 2. Но будет ли он соответствовать этим ожиданиям? All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Портфель. Ну прям Dying Light 2. Такая ж параш. Ну прям Planetary Light 2. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent... Да это и не важно. I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. Давай. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a... Наверняка все будет работать идеально. Okay. Are you ready? Here it is. I give you... Уже боюсь. Stanley Parable 2. I mean, there's potential here. Прыжки! Прыжки, верно? Hold on. Let me do a different arrangement. Ну, забавно. Yes, this is much better. I feel good about this. Забавно на уровне... Two. Забавно на уровне громко выдохнуть воздух из ноздрей. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy Приколы. add up to anything. I wanted more Наверное. to create a sequel that would capture all the magic of the first game. У тебя получилось, бро. Love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure in the game. Блин, ну дыра это, конечно, легендарно вообще. Я до сих пор под впечатлением. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features. Ну да. Of course, with respect, with care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising... Он смирился, что делаем Digital Deluxe. Is the Stanley Parable 2. Нет? Let me see if I can whip something up. Мне, кстати, понравился акцент на красном цвете. Это было прям очень тонко. Take a look. Это к вопросу? Это к вопросу про то... Вы же наверняка видели слитый тизер Аватара 2. И вот насколько он визуально никак не отличается от первого Аватара. В Overwatch 2 пытаются тоже такое же. Ой, красиво. Блин, а останется, если я выйду? Меняй категорию. Я надеюсь, останется. Чего же не удается-то синхронизироваться? Дом Фландерс. Нет, это дом Стэнли Парабл. А прикинь, сейчас все заново. Да, господи, давай посмотрим на этот коридор. Блин, он мне напоминает какой-то стрим, который мы делали пару дней назад. По русские не смеются. Там тоже дед прыгал. Ну, такие прям контрол вайбы. Вот а его Аватара 2, мне кажется, он ничего не соберет. В другую эпоху. Я ждал, никто не спросил про Аватара 2. В другую эпоху выходил до кейп-шита. Может, лярдик соберет. Блин, ну круто сделано.
Залуплена, я надеюсь? Да, детка, залуплена. This is the story of a man named Stanley. Господи, вот он только начал. Мы 2 часа, когда мы шли. Stanley worked for a company in a big building. С шарами. He was employee. Stanley the Parable 2. The Parable. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he Аватара первый переоценен. Ну, конечно, переоценен. came to him through a monitor. Это аттракцион, это вообще не фильм. What buttons to push, how long to push them, and in what order. Даже качество видео, по-моему, битрейт вырос. 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly. Вы не достроили коридор. Stanley was happy. Плохая работа с камерой. Да как так-то? Вся иллюзия Something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Обижаетесь, куда я... А я не отдыхать. Я работать. He had been at his desk for nearly an hour. Ну, я хочу... Это не сейчас? Сейчас, ладно. Had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Ну, во-первых, я проездом буду в Москве полдня. Frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. Я... As he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Достижение с возвращением. По сути, только сейчас началась-то игра, Господи Иисусе. Я очень расстроился, то, что закрылся Round One, которая японская аркада в Москве. Я в ней один раз был, она очень крутая. Проиграл там в гатче, на кранах проиграл 2000 рублей, ничего не поймал, поэтому потрясающий экспириенс. Хотел там снять ТикТок, но не снял. И вот теперь уже... Это была очень большая, очень клевая аркада. Там были всякие House of the Dead. Там был этот культовый, как он называется, Virtual Cop. Virtual Cop он называется. Очень прикольные тиры всякие, да. Ну, в общем, да, на пару дней хочу съездить проветриться. В этом году еще в плане Казань. Спалю вот так вот, чтобы отвечать на вопрос. Визуально то же самое. Ну, кроме шариков, конечно. Я не был в Казани, хочу в Казань. И съезжу в Казань. Вы готовы? О! Он пошел к двери 420 и нажимал 420. Хочу ли я в Кызыл? Нет, я не хочу в Кызыл. 4, 5, 6, 7... Видно, что ты человек, разбирающийся в ведрах. Подскажите плохие ведра, пожалуйста. Мне нужно найти узкое мусорное ведро, чтобы его пристроить. Ну, еще точно нет. Это сейчас 300 мы накликали, да? 430. Видел ли мусорное ведро от Xiaomi? У меня довольно много всякого мусора от Xiaomi, и я как бы обратил внимание на мусорное ведро от Xiaomi. Но проблема в том, что там очень дорогие сменные картриджи. Типа это супер игровое сральное ведро, которое само натягивает мусорный пакет. Но эти картриджи с мусорным пакетом, они там по 1000 рублей, блин. И, естественно, как русский человек, я пошел в интернет и начал смотреть, можно ли как-то начитерить. А где? Можно ли как-то начитерить и туда вставлять... Ну что, давайте посмотрим. Давайте посмотрим настоящую худшую концовку со сральным ведром.
Да, можно ли туда запихнуть пакет от пятерочки? Именно это я и пошел гуглить. И как я понимаю, нет. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Должны быть новые реплики. You feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it. Сюда бы еще дыру, как бы, да? It belongs in a И у нас было бы идеальное свидание. closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your Да shoulders. нормальная кладовка, высокие потолки. В Сталинке, что ли, построились? Your companion and Маленькая. lifelong friend. You can't hand it over. То есть ты не против, если я с такими же идиотами, как я, встану с плакатом Гуфени на Казанском вокзале на эти 3 дня под миг? Я против. We're getting into names. Потому что я приеду со стороны Владивостокского вокзала, который идет из Владивостока. Calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting Что friends. началось-то? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object? Могу точно сиквел Могу точно сказать, что я не приезжаю на Казанский вокзал где-то с 0 часов ночи до 8 часов утра, и вам не придется стоять всю ночь и спрашивать у каждого встречного, я ли это. Только так не делайте, пожалуйста. Which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety Пожалуйста, не делайте так. you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Я открыл кладов. Have it. Нет, плохая концовка. Okay, I've got you something which I think will help settle this I know. debate once and for all. Here we go. There. Now it's settled. No more debate, no more discussion. Take our О, hike, broom closet. вы поняли вообще уровень? Philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. Продолжаем. Что-нибудь еще? Водички налей. All right, I've got a second sticker. Ладно, не будем, мы очень тебя любим, отдохни хорошо, родной. Да я на пару дней, может, в Москве за грязной булкой схожу, сниму ТикТок, никуда его не залью. Here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. See? I feel that it works because the sticker is also a bucket. Охрененно. That way, if you're ever unsure whether Как будто у меня MacBook есть. bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, "Ah, it's a bucket." There really is a wide variety of applications for this sticker. You know what? I could take the name calling and the dismissal of your kinship with the bucket. But Я надеюсь, now, они оставятся. the closet is just Оставятся. giving us the Останутся. silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Я отказываюсь. Мне нужно еще. Навали еще меты, братан. И бери у меня 40% комиссию за все, что я в мету пощу. Правильно? Он сломается, ребят. Рано или поздно он сломается. Я про свой комп. Но и про наратора тоже. Coming
Going to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Двери, блин, еще на меня открываются. Деньги — это утро, нет. Деньги по утрам, и деньги по вечерам. Это что, какие-то бусти приколы? Деньги на завтрак, деньги хрустят. Found one of them. Yes. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these. Only the intrinsic pleasure of a job. Я так счастлив, друзья. Can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful... Они такие охрененные, они практически как фанка-попы, такие же уродливые. Надеюсь, они выпустят пластиковую версию, ее нельзя будет купить в России. Да я бы не купил. Во что играешь тут, блин? В телефонный справочник? Ну и дура. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him, always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he Что-то не так я запомнил, наверное. the pin number for the keypad was 2845. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Oh, shit. Guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Это что, типа с ведром будет, все концовки как-то будут изменены? Накинут еще метамодерна? Another miniature Stanley figurine. Это было даже, это было There really must be a Это было просто просто. What about mini stands? Нет, блин, Джим. What about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine. Я не верю. Я не верю, что они это придумали. А ну. Лифты вот эти вот ваши уродливые. Ща, но я хочу оригинальную концовку посмотреть. Как бы мы не настолько много концовок знаем и видели и помним, да, чтобы сравнивать их. An unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Ну, проблема в том... Да какая проблема? Ну, конечно, акцент на ведре. Посмотрим... Stanley and the bucket walk straight ahead. Стэнли ведро. Ладно, окупается. Mind control facility. Ну, давайте посмотрим. Мне интересно разницу прочувствовать. В каждом из нас живет прекрасное уродливое ведро. Они просто переозвучили. Комната главреда ДТФ. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. 104-й все еще уволен. 601-й все еще уволен. Не тянет на полноценный сиквел, дорогие друзья. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do? Но ведро не считается за новый контент. Raced furiously in Stanley's feeble mind. Это просто переозвучка. Я за это заплатил 300. He screamed into the bucket. He couldn't accept it.
His own life 300 казахских рублей. Never. He squeezed the bucket tighter. His one friend in Освещение, конечно, почтительное. this point. He could trust no one except for the bucket. Да, ну как в чате правильно заметили, конечно же, лучше, чем Overwatch 2. Heart of the operation. Хоть и ПВЕ нету. Labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. Это дыра. The cold reality of his past began to sink in. Это дыра. Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. А мы ведь действительно... Мы повторим полностью путь и поймаем разработчика на том, что он просто переозвучил несколько диалогов и добавил ведро. Он был не настолько умен. Посмотрим, что ты скажешь, когда в Overwatch 2 добавят ведро. И порнуху про ведро. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, Я надеюсь, там целый прекрасный мир, в котором живут люди и ведра в мире. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in... Ну и так никто не делает. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. What? Wait. What was happening? Uh-oh. Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? Мы должны были все по... Silence filled the room. Все по канону. Uncertainty. Until finally the truth hit Stanley. Нас ждет прекрасный мир ведер. This building did not want the bucket to leave. Recognized the incredible calming presence of the bucket. Needed the soothing warmth of the bucket. The bucket. No. Stanley can't. Ну я хочу. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized. Да кто такой этот ваш комплекс? И почему они есть у людей? At least he has the bucket. Не смей. Не смей возвращать меня в начало. Не смей. Нахрен ведро. Ведро не закон. Где кнопка скипа? Я не... Ты не посмей. Ты со мной так не сделаешь. Не! All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Может, мне еще и фигурки заново начинать? He couldn't find a trace of his co-workers. Ну, мы, конечно, заберем ведро. Ведро дальше, спокойно все. Ведро вот оно стоит, народ. Это как две игры в одной. Это сиквел. Это сиквел. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. И это приквел, потому что ведро появилось раньше, чем курица и яйцо. Ну где новый контент? Дурацкое ведро. Я ненавидел, блин, как только ты женился на моей маме, ведро, ты никогда не будешь моим настоящим отцом. Концовки с ведром за 500 рублей, ну как бы, ну да, какие проблемы? На выставке сиквела, ребят. Большая комната, лестница. И синяя, и красная сразу. Это что, какая-то игра? Но мы вниз. Красная комната? Зато у нас не сбросились наклеечки на ведре. Thank you. Good luck. Мы найдем все фигурки, и пока мы не найдем все фигурки, стрим не закончится. И все концовки.
И все скины для ведра. И все скины для подсобки. Must move on from this broom closet simply because I have no remaining stickers. Okay. If I did, you can guarantee we'd be in here for hours. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. О, нет. I'm Yes! going back to the name of these little Stanley figurines. Мы почти собрали все народ. Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic Jam. sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by Ну да, они даже никак не отличаются визуально. I'm sure it will come to me. Вот что значит внимание к деталям, дорогие друзья. А обычный простачок, стримерская собака-обезьяна, он бы просто вот так вот... Пу-пу-пу-пу-пу, смотрите, как я нагнулась, пожалуйста, скиньте на бусти. Я знал, что под лестницей будет какая-нибудь херобора. Я заглянул, я посмотрел. But Stanley just Я заработал на Делориан. possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, Нет, я абсолютно нормален. he looked down at the bucket in his arms. С ведром-то. He asked the bucket. The bucket returned his gaze, but said nothing. That's strange, Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as these. He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance. Но оно должно оставаться теплым. When Stanley realized, Так металл работает. my bucket. It's just a normal, everyday Нет, это мое на нем наклейки. bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience? Мое ведро! Psychologically grounding Мое ведро! bucket. And indeed, Оно мне принадлежит и таким же, как и я, в основном мне. which was, of course, very odd. And now he felt himself floating off the ground. Oh, gracious. А, я выбрался. Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Так чё ж ты его выбросил-то, дубина стаиросовая? Calling to him. Ханыга усатая. Stanley, it's me, the bucket. Could it truly be? He rushed forward from room Где мое? passing У него- by one у моего bucket to the наклейка. next. У моего наклейка. None of them were his Оба. special bucket. Но у моего наклейка есть. Stanley, find me. He had to find the bucket. He had to return to his old friend. It was the only way to truly restore Я his... обязательно выживу. Suddenly, he froze dead in his tracks. Нет, не заснул. Where the voice of the bucket had been coming, Изнутри него. the real bucket was inside. Я и был ведром все это время. Мое ведро. Incredibly, Мое ведро. Stanley doubled over in agony and blacked out. Ну, я надеюсь, я стал ведром. Как бы по итогам. This is the story of a woman. Допустим. Miller woke up on a day like any other. She arose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man Ну как who прервал? stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. This man had my bucket. Of course, he'd gone mad. Я не прогер, но год служ, так что 200. And how everything is predetermined. И мне кажется, что мы сейчас живем в тесте на выкупление постеронии. Video game, it could all have been prevented if Сейчас отвечу. he'd taken his bucket with him. Perhaps he didn't even. No buckets? He'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world. Ну зафорсили ведро, конечно, зафорсили. Hugged her own bucket even tighter. But of course, she had no time for this. There were a myriad of confusing problems she would soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Да, это все вариация на оригинальной концовке. And she backflipped all the way to work. Миленько, миленько. Но нужно быть знакомым с оригиналом, конечно. И что-то еще помнить из оригинала. По поводу постеронии. Я не верю в постеронии, терпеть не могу постеронию. Я уважаю просто иронию. Вот, например, у Заточки, последний альбом, это прям хорошая дуболомная ирония на первом слое. Co-workers were gone. Постеронии не существует.
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Я там до этого затирал, что на самом деле существует, но как бы в большинстве случаев посторонний не существует. Меня не существует. Меня и ведра не существует. 430-я им, блин, комната нужна. В машину им надо. Нету никакой 430-й комнаты, ее не существует. Только есть две двери. Нету никакой 430-й комнаты. Нет, нет, нет. Мою ватрушку нельзя. 430-я комната, блин, с ведром. Нету никакой 400. 430 раз? Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away for... А почему вы мне говорили 420-ю? Clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Слушайте, то есть вот эти вот все люди, которые просто лихорадочно... Вы просто писали число 430, когда я тыкал в 420-ю дверь. Я думал то, что нужно кликнуть 430 раз, а не 420. Я думал, в этом прикол. То, что дверь 420, но в нее нужно кликнуть 430. Вы в своем уме просто писать 430? А ну. Вы мне просто говорили, сколько раз нажимать. Ну, я сначала продолжил делать здесь то, что я делал здесь. Нет, никто ничего не писал. Там где-то осталось, по ощущениям, где-то 300 мы, да? Уже где-то 340. Считаю ли я? Я, понимаете, я человек такой, более легкомысленный, творческая личность. Я полагаюсь на ощущения, а не на твердые знания. Где-то около 400. Здесь же не требуется ровно 430 раз, правильно? Не существует посторонний. Ну вот ты когда творишь херню, да, ты потом можешь сказать, это очень удобное прикрытие, дымовая завеса посторонняя. Когда ты творишь любую херню, а в какой-то момент ты можешь сказать просто, это была шуточка, посторонняя. Вы подумали то, что я буду действительно считать 4... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да какой 17. Окей. Вы не выкупили, вы не выкупили, вы не выкупили. Вы не выкупили. Okay, great. Now, go touch the bucket on door 437 a few times. Few. Few это сколько? Few. А где она? 437. Yes. Now we're going How about door 415? Give it some bucket love. Да, детка. А где? Спасибо. Now back to door number 437. Вы готовы вообще? Сейчас такое будет, ребят, вы не представляете. Это лучший момент игры. Да легко, я могу полапать. Где ваша кофемашина? Кофемашина. Я могу яйца свои отсканировать, свои гигантские яйца. Плюхну свои яйца, страусиная ферма там будет. Они еще от радиации увеличатся. Да. Да. Пойдем, ведерко. Бабушка с ведерком идут по снегу. Пойдем. Ну все. All right, back to room 417. Feeling it now. I'm getting somewhere.
Он же не будет меня обманывать, да? Now bring the bucket on top of employee 419's desk. Yes, this is great. Now the bucket knows exactly what it's like to be employee 419. Now, let's introduce it to door 416. А где? Я готов. Я могу. We Там дело... almost got it. Now make the bucket and the copy machine touch again. Вот здесь оно было. Finish it off, Stanley. 5 touches of the bucket on door 430. Раз, два, три, четыре, пам-пам. We did it. Wow. That felt amazing. You know, not all buckets will get Мне this ачивку kind of дали. experience. They won't all know what it's like to slam repeatedly against nearly every door in one section of an office building, or what it's like to be employee 419. Buckets may dream of an experience like this, but few can say they've truly lived it. You've given a bucket hope today. Stanley, I'm very proud of you. Выходил ли я в этой комнате в окно? Да, пожалуйста, да, пожалуйста. Я чё, Вы думаете, я помню как? Вы думаете, я помню как? Вы думаете, я... Вы думаете, я помню как? С ведром просто нельзя. Это все ведро. Это все окно. Вы думаете, с ведром он даст мне? С ведром нельзя ничего. Ведро победило нас. Yes, whispered the bucket into Stanley's ear. We've done it. We've escaped from that dull office and that pesky narrator. At last, out here in the white void, we are alone. Now, and for the first time, I can reveal to you my true self. The bucket began to tell Stanley of his life and its history, of the countless wars it witnessed, desecrating the land and lives of untold numbers. Ну это, конечно... And the bucket's own complicity therein, of sadness and regret, and the many years it spent dwelling on the actions it might have taken. Это, конечно, троллинг. And the decay, if only it had been stronger, of hope and redemption, and its crusade to uplift the stock of life for the common man, to manifest justice where none existed, and the bittersweet reality of time, to see one's dreams and wishes met Нет, это не посторонний, это метамодерн. like charity, and abandoned as soon as the warm Знать надо. inspiration begins to dim. Нет, это ведро. Opportunities to do so much more. В нем молочко носят. So much it could have done, perhaps, the bucket wondered to itself. Perhaps, if it had seen its own darkness with a clearer perception. This was way too much for Stanley. What are you talking about? He screamed. You're a bucket! В целом, да. This, the bucket furrowed. А чё ж ты его с собой таскаешь? Ведро подобер. Not since the evil wizard Gambhorata first ensnared me. О, прочитайте еще одну книгу. Secret amulet I stole from his treasured vaults. I was young back then and could not conceive the ramifications of. No! Stanley screamed even louder this time. This is stupid! You are a bucket! Согласен. This is so stupid! Why are we even doing this? Могли бы Stanley Parable 2 делать. And screamed and screamed. The bucket revealed its true form, transforming into a mighty beast of untold power. Ничего не происходит. Мне нравится... Ну, зато на анимации сэкономили. My God, Stanley, you did it. You saved us from the bucket. Кто-то убил ведро, ребят. Already had all Сус. 12 emblems of sages and knew the ink Вызывайте to митинг. summon their true power. Otherwise, we would have easily been overwhelmed by the bucket's power. I'm speechless. You've demonstrated such bravery here today. Come, let's restart. Нет, нет, нет. Agree to never again go trifling with this bucket, nor the dark magic cast away inside of it. Ну, хоть наклеечки-то останутся на нем. Ну, забавно это все, конечно, забавно. Но слишком, конечно, базировано на оригинале. Workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting. Все нормально, ребят, ведро с наклеечками.
Еще разок? Еще раз? Да ладно. With the bucket in his arms again, he was home. Ну что, проверим концовку с перехватом нарратива. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Большая комната, много коров. Ну, нам надо перебраться, конечно, да. Stanley, we must move on from this broom closet, simply because I have no remaining stickers. Дыру все еще не увидели, согласен. Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Так, хочу концовку на перехват нарратива. В темпе, в темпе, в темпе. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional Это в Стиме там дают карточки. Нет, это просто было по сюжету. bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of You lied to me! did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. You lie! Guessed the correct code by sheer luck. You lie! Bucket knew all along. Was the bucket guiding him? Yes. This is certainly the most logical explanation. Как вам не стыдно, ребята, вы меня обманули? Я понадеялся, что меня с ведром. Ну, я прочитал чат, да. Поднимись обратно по лифту, когда спустишься. В следующий раз. Сейчас мы быстренько проверим перехват нарратива, чтобы было с чем сравнить. Я не помню. А может и помню, может вспомню. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control. Сначала забежим. This passageway had the word escape written on it. The truth was that at Чат никогда не обманывает. Stanley and Да the чат bucket перебанить всех. to violent Не знаю, почему я так сказал. Нет, не перебанивать. Я же здесь с вами болтаю. door behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get Нет. Блин, мы в музей попадем. Но там будет музей ведра. were knowingly walking Я заинтригован. Если, конечно, будет. death for each of them. Ну чё, вы готовы? Это, конечно, не бесконечная дыра. Но... Что имеем? А там как бы пресс, и можно подставить ведро, и пресс не сработает, потому что ведро сделано из вибраниума. As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself, and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. Ну давай. Nope. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. Ау. Пойдем, ведерочка. 2. Ну почему не 2? It's a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. Оно пропало опять. Ведро. Приглашает вас на большую выставку. Вы подошли к порогу настоящего знания. Как и само ведро, человеческий разум зачастую... Что-то, мне кажется, шутка затянулась насчет ведра. Нет, но с помощью таких средств, как эта выставка, разум наполняется смыслом и познанием.
Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? Ведро с двумя ручками. Каждый раз, когда кажется, что шутка уже не может сработать, они все-таки находят какую-то штуку. Первое ведро. Адское ведро. Репродукция адского ведра. Оу. Ведро антистресс. Комментарий отсутствует. Значит, складываем в него все заботы. Уязвимость равно размер и сила ведра. И из него выходит уже отдых и релаксация. Что-то какие-то психологические термины подъехали. Это, кстати, реальная история. Можешь погуглить «Война за ведро». Ну, подписчик-то тем более. Нет, не подписчик, просто чатер. Ну, «Война за ведро». Врать-то не будет, да? «Война за ведро». Да. Один из вооруженных конфликтов в ходе длительного противостояния гвельфов и гибеллинов. Эти ваши толкиенисты никак не успокоятся уже более 1000 лет. Ну, потом почитаю, спасибо, это интересно. Мне кажется, у разработчиков получилось бы неплохие делать музеи. No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. Угу. Висящее ведро. Вы даже... Ну ведь это дыра, ну это... Ну мы рискнем, ну это она должна быть... Нет! Это что, был стеклянный пол? Я не устремился к дыре. There is something we can do. Something we can do together. Вот это меня наедринили. Right this terrible wrong. Let Stanley die. Let him be. Wait. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. Hold on a second, man. Treatment as tools and implements. If only we let Stanley die. Да легко. Bucket shall take its place as ruler, as leader, as Так его тоже раздавят. world, a new vision. Щекотно, когда столько раз уже тебя плющит пресса. Щекотно. Так, сейчас попробуем вернуться в офис босса сначала без ведра. Ну, блин, стоило ли оно того вообще? Это, конечно... Это все забавно. Ну, давай без ведра. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Спидран. Тут пока у нас прогресса нету. Красный и синий. Что-то я такое ничего не помню. Ну, там, где много коробок, это понятно. Это с лифтом. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Общение в чате ведро реально 500 рублей стоит. Ну... Я не эксперт в ведрах. Тазик я покупал. Тазик у меня. Помню ли я шрифт? Код? Конечно же нет. Конечно же нет. Was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss... Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy. So he relaxed. Знаю ли я, кто такой? With some calming new age music. Нет! Спидра! Я помню, так я тоже делал. Спасибо большое. Неплохо сыграно.
А прикинь, какой-нибудь человек реально наспидранивается и забудет. Ну, не знать он не может, как бы, если он уже спидранит. Но в какой-то момент можно немножечко там по таймингу на секундочку опоздать. А ну. Whoops. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his... Сейчас узнаем, зачем. Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Ну, до загрузки, конечно, блин. Ну, на Unity же это все могло работать. Ну, как так-то? Да и на Сорсе могло. Ну, чё, начальничек? Ну, чё, нога, которая на самом деле какая-то бензопила? Here we are, Stanley. It's your boss's office. Да. Exactly the way it was before you got onto the elevator. Да. It's still just exactly what it is. Да. What a decision you've made to come up here and look at the office. Да. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never Да. It's that keen eye for storytelling that you have. An incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Да. I'm bolted to the edge of my seat. Ну, где приколы? Где приколы? Или нужно было, типа, запрыгнуть, когда дверь закрывалась, типа, вернуться запрыгнуть? Я неправильно сделал? Где ведро? Так это без ведро. Это без ведро. Это без ведра. Мы сначала хотим посмотреть сначала. Но вообще, конечно, если одному играть, то в какой-то момент это все немножечко и крипово тоже становится по атмосфере. Не Портал, конечно, особенно первый. Я помню, когда первый раз играл в Портал. Мне он прям казался довольно дискомфортным. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Наконец-то в нормальные игры играешь. В смысле? Мы играли... This time, Stanley will walk forward into the spooky corridor, won't he? Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? No. It's time once again to go back up in the elevator. Балдеж. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Первому Порталу 20 лет. Я с ужасом подумал, то, что ну все-таки нет. А потом я с ужасом подумал, что мы приближаемся к этой дате. Ужас. А вот и наш босик. Oh my god. It's the boss's office. This absolutely changes everything for me. Give me a time out here for a minute while I process this. Это прям стёб над людьми, которые ищут всяческие теории и бэктречат игры. Okay, I'm ready. I'm prepared to embrace this stunning revelation and Погнали. move forward with... No, wait. No, I need more time to... Ну, батя, ну ты прям вообще... Ну тут же должна быть супер концовка. All right. I have fully come to terms with it. I have made space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. Мы его победили, ребят. Сейчас еще разок, я думаю, да? А уж с ведром-то, с ведром.
going back down in the elevator. How did I not anticipate it? Сообщение в чате. Блин, ведущий задолбал трындеть. Я там 3 матных слова переделал. Кажется, человек что-то начал подозревать про эту игру. Но мы победили зато рассказчика. Ну сейчас-то будет, да? Ну будет. Я смутно помню. Но насколько смутно? Что-то как-то лифт ускорился. Hold on, let's stop for a moment. Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. But Кабинет начальника? The agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. Ну, ты помнишь, этого не было в оригинале от новой концовки. Я помню, это было в оригинале. Я играл, значит, как будто это... Капец, ты стримишь без остановки. Не то чтобы это плохо было. Я-то не против. Продолжай, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Меня тут, возможно, поймали на LG или на LG. Меня тут... Спасибо за внушительную поддержку и стрима и добрые слова. Меня тут либо поймали на LG, либо поймали на мета-иронии, либо на пост-иронии. Я помню эту концовку. Я отвечаю, она была. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice? Это было... И ведро в оригинале было. Вы что, не помните ведра в оригинале? There we go. Isn't this so much more exciting, you know, Stanley? It seems like nowadays the only thing that Там, короче, будет небольшой прикольчик, и рассказчик скажет что-то прикольное, и потом что-то произойдет, и игра заново запустится в этой концовке. Вы не помните? Странно. Is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments flung right in their faces from the very moment that things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation Следующий лифт, пожалуйста. of the characters? Why aren't we given time to imagine the surprises? To have to think and to anticipate and then to marvel at the eventual reveal. This is storytelling, Stanley. What you and I are doing right now. This is the most exciting narrative to be developed in years. And it's really all because of you. You're the one who took this bold step of revisiting the exact same locations over and over. Да, для этого игру купил. And different. It's not like anything else out there. You see, I want stories that surprise me, Stanley. I want to have to think. I want to be engaged and not pandered to. We're being fed such unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so Что, вы не помните этого в оригинале? You're not afraid to spit in the face of tradition. You're a role model, you know? People look up to you. Which is why... Блин, а мы еще с ведром будем переигрывать. Well, I've gathered a little press conference for you, so that you can talk about your work and your storytelling and your life. Yes, I know you're not much for the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been... Ну, значит, я что-то другое помнил, где нужно возвращаться и делать репетативно. If you realize the impact you have on them. This is the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them. Отмазался, нормально. Oh, good, we're here. Oh my. Okay, the room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Это супер-лиминал. Супер-минимал. Ну, скорее они все-таки стилистику-то подрезали. Спасибо, я заслужил. Наконец-то мой первый стендап, дорогие друзья. Стэнли стоит перед огромной дырой и говорит: а ты точно
верховой ездой занималась. Told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Oh, don't worry, you'll do great. Just be yourself and speak from the heart. I'm really proud of you, Stanley. Okay, it looks like they're ready for Я тоже готов. Get 'em. Ну это красиво, кроме того, что люди в воздухе стоят. Балдеж. По-моему, сейчас нужно какие-то начинать сомнительные исторические факты затирать. Но это было красиво. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. А чё порезали-то, алё? Пойдем, ведерко. He'd never be alone again. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the... Пойдем, пулеметик. Ну чё, ребят, придется еще раз повторять. Я уже испалился тоже эту концовку, помню, если ее не было, блин. Да и вообще я сучара тот еще, как бы, да? Stanley, we must move on from this broom closet, simply because I have no remaining... Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs. Я ходил направо, не надо. Так, ну главное не нажимать. Manager's office, Stanley was once again... Подожди. Not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him, always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad. С ведром можно нажимать, говорят. Вы мне врете все. Да вы мне врете. Вы мне врете. Так вы мне врете. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Да вы врете. This is certainly the most logical explanation. А я успею прям это? Не выпускает. Я хотел прям выбежать. Там человек подписан очень много месяцев и первое сообщение в чате написал. Это прям большая честь. А ну. Насколько перевернется? Can we go back up? When I was pressing those keypad buttons, there was something very... Трындец, я 3 часа смотрю, как он по одним и тем же коридорам ходит, только теперь еще и с ведром. About the number 3. I want to go back so I can try pressing the number 3 again. The bucket said nothing. Ну да. Ладно ты это смотришь, я еще это как-то комментировать должен. А тут свой мистер Остряк есть. Here we are, said Stanley. Now I'm going to try out that number 3 button. He took the bucket over to the keypad and began absolutely slamming on the number 3 over and over. Wow, he said. The number 3 is such a special button. I'm having the time of my life. Stanley looked expectantly at the bucket, but the bucket remained silent. This was a shock to Stanley, who had always felt... Как разработчики не побоялись, How was this not as exciting to the bucket as it was to him? что фанаты будут недовольны сюжетной аркой про ведро в One Piece. Возможно, разработчик, как бы и основной сценарист, женился. Это как концовка перезапусков Евангелиона, когда неважно, какие были ожидания фанатов, неважно, к чему вела вся эта многолетняя история, я женился, пошли в жопу. Пойдем, пулеметик. Манька.
Perhaps the bucket had Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо мне. Спасибо нам. Спасибо Маю. Абрикосова в основном. За то, что он встречался с солнцем, и солнце почувствовало себя настоящей женщиной. 15 клёвых друзей. No, said Stanley to the bucket. You can't go on yet. Not till you understand how much the number 3 means to me. You and I have been through so much together, and I just want you to see what I see. Feel the happiness I feel. He smiled at the bucket. Майя Абрикосов сторчался, кстати. Прям, да? Во время войны за ведро? Блин, у меня одна вкладка. Я в браузере всегда на телефоне открываю новую вкладку, поэтому у меня открыто 500 вкладок, как бы, и я не возвращаюсь к старым. Поэтому если сейчас я наберу Майя Абрикосов, то знание про войну за ведро канет в небытие. Майя Абрикосов. Сейчас. О, нет. Радио «Комсомольская правда». Максима нельзя простить. Абрикосов обвинил Галкина в лицемерии. Майя Абрикосов высказал свое мнение о звездной паре. Литерали ху. Я, пожалуй, вернусь все-таки к войне ведра, мне кажется. Блин, а как? Это уже не то. Но все нормально, ребят. Майя Абрикосов не вышел из информационного поля. Here we go, said Stanley. This time I'll really show you. He ran to the number 3 and began to wail on it like a musician on a beloved instrument, waving a concerto of truth and passion. He wielded the number 3 like a fine artist would wield a paintbrush. He told stories through the number 3, stories of his dreams and hopes and fears. The whole time, he looked to his bucket for a reaction of some kind. Anything to let him know that the bucket appreciated what he was doing. The bucket conveyed absolutely nothing at all. Only silence. Crushed by a wave of dejection. Stanley returned Это очень интересно. Stanley and the bucket were so close. They'd always been there for one another. Why suddenly could the bucket not connect with this passion of Stanley's? The question caused Stanley to ruminate the whole way down the elevator. He knew that there must be a way to get through to the bucket, to communicate fully with his dear friend. Surely there was a solution, mustn't there be? Why are we still here? Люди в чате думают, что Майя Абрикосов и Варламов это один и тот же человек. Я смеюсь вам в лицо. Said Stanley. I know what to do. I know how to Oh, нет. in my heart. He decided right then and there that he would hold a press conference where he would speak to the public. Ну, переозвучено просто. Но это не настолько смешно. Но игра пикнула, конечно, на бесконечной дыре. And why he felt so alive when pressing it. Then the bucket would be able to see his joy through the eyes of Сообщение в чате. Как думаешь, где Бэдкомедиан? Мне понравилось, потому что я ни секунду в жизни не думал и не знал, где Бэдкомедиан находится по умолчанию. Поэтому сейчас что-то должно измениться. Ну, возможно, он сменил свое территориальное положение. Stanley was as prepared as he'd ever been for. Ну, немножко переделали. Нет, немножко. Ну, не знаю. One last chance to win the bucket over. One opportunity to share a true connection with a loved one. Оно того стоило вообще? Вы меня затроллили, что это самая крутая концовка? There was no one here. Ладно. Nobody had come to the press conference to hear Stanley speak.
to listen to him talk about what it really means to press the number Ну хорошо, хорошо. over and over. Записка. Interesting. He was a failure. Записка. And in that moment, Stanley knew Просто с Bucket цифрой would never 3. again take him seriously. There would be no connection, no deeper understanding. The Bucket merely sat there in his arms. Это забавно. And so it began that slowly, over many years, the two of them grew more and more distant. Для Габена, да. Прикиньте, Габен выходит на E3. Во-первых, уже никакого E3 не проводит. Он выходит в этом Лос-Анджелесском центре. У него перед ним записка с цифрой 3. Никто не пришел уже, никто не верит. Neither wishing to state the obvious, that any sense of real respect between them had eroded since that day. Это столько зрителей осталось в конце стрима по Stanley Parable. At the press conference, there would be no more games, no more long conversations about passion and pursuit, only a silence that consumed the space between friends. And Stanley, having for once in his life discovered the warmth and comfort of true companionship, was cast back into the unremarkable normalcy of loneliness. Это я не то делал, возможно. Вот мне просто выскочи из закрывающегося кабинета босса. Может, я не то и делал? Но мы туда не пойдем, мы сейчас направо сходим. Надо уже, блин, сворачивать эту всю колымагу. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ведром, говорят. Но мы же не помним концовки без ведра. Off on another thrilling adventure together. Но все-таки, наверное, справедливости ради, это все-таки не вторая часть, поэтому, да? This was not the correct way to the meeting room. Для человека, который в первый раз играет, ему нужно сначала играть без ведра, потом с ведром. Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the... Oh no. And so the two of them detoured through the maintenance section and walked Oh, straight into the office. yes. Oh, good Stanley. I'm glad you found your way here. I Это надо... knew you'd find the place eventually. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. Это интервенция. Bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. Да. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want Интервенция от подсобки. that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the... А если бы не заходил в подсобку, она бы здесь была? Go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. Как же хорошо нарисован этот младенец. В какой бы угол комнаты ты ни встал, ощущение, что он смотрит на тебя. А ну. Блин, это очень смешно. Whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Надо было оригинал все-таки вспомнить. Если опять же это было в оригинале, блин, а то уже хрен его знает. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. It's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Ну не ведро же. Фунт плоти, согласен. You get it, Stanley. О, нет. Get rid of the bucket. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. This is the Bucket Destroyer.
Ну посмотри, как они заморачиваются, господи. Ради одного прикола. Как же он охрененен. Вы думаете, что такой человек будет переживать из-за женщины? Человек. Эта махина будет переживать из-за женщины. Да, мы все такие видосы на ютубе видели. Ведро посмотрело на меня. Я не могу отдать его. Он не отдает ведро. Well, you see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like... Господи Иисусе, отдай ему ведро, пожалуйста! ...object in this game. Can you even say that about the broom closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the Bucket Destroyer is getting very upset now. You'll have to hurry and feed it. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket Destroyer. Он не вставляется! That damn bucket! Quickly now! The fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... Но он не вставляет. Он не хотел... Почему я не хотел? Почему выбор не зависит от меня? Я Стэнли вообще. The Bucket Destroyer, my prized creation. You had so much potential. Оно не вставлялось. Marvelous things with you, tell such spellbinding stories about you. All of it squandered now. Это спойлеры Доктора Стрэнджа 2. New friend, for the moment in time that you were here. Я хочу быть ведром. Magnificent. А вы тоже замечали, что у меня вот эти вот нижние буковки не по одной линии немножко выставлены? По-моему, саб чуть повыше. Хотя саб-то должен быть внизу, да, ребят? Бам-бам-бам-бам-бам. Ну чё? Надо заканчивать этот балаган. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply... Where are we going today? The bucket asked. Stanley just smiled. Ну это не работает, слушайте, это не работает, если ты не знаешь оригинала. Выкиньте нахрен ведро. Пойдем тогда проверим, как будет без ведра. Это не работает. С ведром не работает прикол, если ты не знаешь прикола без ведра. Не знаю. Да, надо еще упасть с ведром. И на этом, наверное, будем заканчивать. Stanley came to a set of two open doors. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. А ну. Как же собрать все фигурки? Я не знаю, что такое красный и синий. Ну вот, кстати, синяя комната, например. This room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. А ну. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead. Мне кажется, это было. And got back on track. Не, ну какие еще кубы-то, алё? Back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Yep. Oh, no, it's to the right, my mistake. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Ну вот, в оригинале смешно. Но это точно было. Left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Ну, интервенция от кладовки меня, конечно, повесит. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just... Я закрыл глаза. Who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable.
How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. Да, серьезно? This time, suppose we don't wander so far off track. Забавно. From the top. Да ладно, ребят, ну какие кубы вы чё? Вы видели, что там в прошлый раз творилось? Я до сих пор не знаю, как там решить. Так, ну чё, мы можем с ведром спрыгнуть на машинку? What could it mean? Может быть, там будет бесконечный дыры референс? Perhaps he had simply missed a... Где ведро? Дальше ведро. Пропало ведро. Мы... А, окей. У нас продолжается, да. О, нет, все. Wait, what? Да, помню, дело было. No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the... Nope, я не такой. Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Ну классно это все, конечно, написано, блин. Даже просто с точки зрения вернуться в игру. Okay then. It's an adventure. Stanley, let's find the story. Даже просто с точки зрения еще раз обратиться к этой игре. С ведром, хрен с ним, с ведром, да, как бы. Это все забавно. Нам явно не сюда. Это чистилище, конечно же, это чистилище. А можно все не сводить просто к религиозным толкованиям, правильно? I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. А чё не так-то? Вон я нашел, смотри, какой балдежик. Ну, сейчас линия будет. Или потом будет. По-моему, с линией прикольная концовка. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Вообще нет дверей. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Угу. Ну, тут все понятно. Мне важно знать, если бы я не заходил I knew we'd в missed кладовку, the story. была ли бы кладовка на интервенции. Это сам... Wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Приквел Good Place. Да, я про Good Place. Оу. Оу. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely... Со скипающей кнопкой тоже крутой замут. Но дыра меня прям... Win. Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. Давай ачивку. Didn't put in any... Папку давай для Team Fortress. Some people win fair and square, and this was not one of those. Да почему? Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Stanley Parable 2, ребят, 2, это сиквел! Сиквел confirmed! Они все продумали, они сделали не только ведро. Тут столько контента, тут 16 тысяч ачивок. You see? Тут 6 фигурок. The story is, it's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought.
Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Знаете, когда заканчивается там сериал, или просто долго ждали игру, и она оказалась парашей, или в конце она оказалась парашей, и потом в обзоре, или просто человек говорит, это было про ожидание, это не про концовку, это было про experience. Simply by the act of moving forward, Нет, еще сериал Эппловский не смотрел, хочу посмотреть. destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself. Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Еп. Да, в дыре тоже была музыка. Охрененная. Wait, cut the music, go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important. Yep. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. В чате пишут, помню, как в первый раз проходил игру и тоже качал камерой под музыку. Ну, это забавно такая, да. We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted Линия трейдмарк. everything we've been through, Марвел напряглись, конечно. take this anymore, to hell with it. Restart. Ага, но не сиквел теперь. Ну, теперь-то дело пойдет. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? У нее даже трейдмарк есть. Она охрененная. Our own story. Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Так. Yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you Она же вышла до Рика и Морти, получается. use your imagination? Whatever it might be, Stanley, Тоже есть I'm ready for it. схожие замуты, я бы сказал. Oh, no, not you again. Пробила I'd потолок. also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Да тут, вы что начались-то? Сейчас Рут дойдем. С ведром спрыгнем, как бы, и на этом, мне кажется, закончим нормальненько. Было приятно вспомнить игру. Ah, a choice. Ну, прям матричная комната, господи. Here, the story is in our control. Так. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Я не такой. So I know that each door Я вот такой. leads somewhere, which means that someone Стрелка мне не закон. Я сам все стрелки забиваю. reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits.
Hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart Yeah. eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again? Я не из Швеции, Am I привет. just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to Давай, перезапускай, лярва. be restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't. Я не из Швеции. Я помню, такие приколы были в Симпсонах. Но не в той серии, где они построили Неду Фландерсу новый дом. Do it. Рядом со старым домом. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? Ну, я не хочу. How would we even know? Well, some... Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself. Я сломал? Constantly needed support and guidance from up. A good bucket, a strong bucket, a humble bucket, a committed bucket. Я сломал? Culture and Он забыл. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him Я хотел 8 перезапусков. it was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be Недоработка. А, ну здесь ступенечка есть. А чё это я здесь могу подняться, а там в дыре я не мог подняться? how inside no Никто не задумался. bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go. Good. Said the bucket. Now ride Оу. all the way Фига, to the фига, top. фигу, There's something up фига, there I need фигу, you to do. фига. Stanley did not, but Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. И все, как бы, да. Ну, ребят, слушайте, это можно бесконечно делать, искать приколы. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to... Да, давайте доедем, посмотрим. Но без ведра, без ведра. Вспомним, что там без ведра, если доехать. When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Игра сборник анекдотов про ведро. Ну, потоньше, конечно. Не то чтобы. Все-таки у тебя уже есть как бы комплексная игра, оригинал. directions. It's incredible he wasn't fired years ago. Нас ждут невероятные приключения. Нас ожидает... Getting close now, Stanley. You've nearly... Я так близок, я так близок. Very soon, you'll collect the last one, and then the first number will equal the second number, and that Спасибо за подписку. will be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them, and now we have them all. You can't go back to when you had no Figler and Marines. None of us can. Я верю, что за следующие 5 минут, оставшиеся до конца стрима, вот именно вот в этой загадке дыры, в которой мне даже не пришлось приседать. Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path Uh-oh. that it seemed the office had begun. So far off the beaten path. Сломался. The office had begun. So far off the beaten path
You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. А почему? Forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet Каким приятным звуком клавиша нажимается. turns out all to be in the main character's imagination. You must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. О, плесень. Sad. Look what you've done to me. This is all your fault. Ну в чем я вина? Ну, некоторые концовки, конечно, не дотянут. С ведром приди. Ребят, все, это чисто для вас. Это только потому что... Только потому что сегодня на Бусти подписалось 16 программистов. Я включал вообще, как бы, я включал. Я включал вообще. Все, вот так вот. Пока я иду из уважения к программистам, пока я иду с ведром, будешь смотреть на программистов. But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the... Нет, неправда. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Я почти дошел. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Я дошел. Я пришел. Go to the cargo lift. Ну чем же нас поразит ведряная концовка, дорогие друзья? Такая же криповая, но ведряная. Этого не может быть. Этого не может быть. Этого не может быть. Меня уже ничем не удивить. Ведро. Okay, this is day number 295. Tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Угу. Why every... Я это со Сьюзан придумал. What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Главное, что потом мне всегда в таких записях. Мне в таких записях всегда нравится, что потом кто-то обязательно нажимает закончить запись, или когда видеокамера остается. Угу. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.